Я попробую. Один из новых иммигрантов на прошлой неделе умер от радиации. Вчера ночью Да, было так говорят, шумно, воду из совсем реки не пил. спалось. На корабле вода немногим лучше. Если к нам вскоре не станет поступать чистая вода, все мы кончим Красотке тем же. придется Я заменить попробую. несколько столов и стульев. Наверняка сопрет что-нибудь с нижней палубы. Доброе утро. Доброе утро. Иммигрантов на прошлой неделе. Бить их всех! А его голову я хочу... Убить их! Ура! А его голову я хочу на блюдечке с золотой каемочкой! Продолжайте вести огонь!
Fold it up, we gon' burn it down. Fold it up, we gon' burn it down. Down. Get up, get down. Get up, get down. The bass and sound. Get up, down. The bass and sound. Get up, get down. The bass and sound. Get up, down. The bass and sound. Get up, down for the bass and sound.
Итак, всем здорово, кто на стриме. Приветствую русскоязычных друзей. Saludos a mis amigos y amigas españolas. И сегодня мы продолжаем проходить Fallout 3. Как вы помните, в прошлый раз мы закончили на Rivet City. Ну или не помните, не знаю. И сегодня будем продолжать двигаться к убежищу 112. Я тут немного пробежался, просто проводил некоторые эксперименты с разрешением, потому что, как показал прошлый стрим, мой комп для стримов говно. В общем, приходится в 720p разрешений, короче, стримить. Ну, зато у нас есть 60 FPS. Это неплохо. В общем, сейчас мы находимся вот здесь вот. Возле завода Red Racer. И нам надо через всю пустошь прохерачить аж до убежища 112. И этим мы сейчас и займемся. Кстати, по поводу звука. По поводу звука сразу напишите в чат. Нормальный звук или мне нужно что-то убавить, прибавить. Потому что первый стрим по Fallout вообще без звука получился. И никто даже слова не сказал. Как так можно? Тут по пути у нас будет довольно много разных локаций. У меня есть карта тут перед глазами. Я думаю, мы их будем попутно открывать. То есть, думаю, можно начинать. Все, поехали. Так, ну первая локация у нас находится где-то вот здесь вот. И туда мы сейчас и направимся, собственно говоря. А как туда лучше пройти? Нет, это в другую сторону. То есть мне вот сюда надо. Да, все правильно. Пойдем. Эмигранты, Андрюха, здорово. Всем привет, Валентин, ты как только с поиска костей. Нашел кость от динозавра, вечером с кем, ни хрена себе. Серьезно, кость от динозавра или это ты так думаешь, что кость от динозавра? Нормально. Это, не забудь скинуть, короче, в группу. В Фейсбуке. Ты, чё ты, блядь, доёбываешься? Вы все, вы мне теперь не интересны. После Анкориджа у меня много всего интересного есть, так что вы меня больше не пугаете. А я собирался на разведку сегодня, короче, ну не получилось. Серьезно? Ни хрена себе. Короче, да, тогда обязательно скидывай. Вот, по-моему, вот этот завод, я так понимаю. Никаких это петушар нету. А, вон, смотри. Ходит. Бля, а я косой. Куда ты бежишь, а? Вот, да, серьезно? Вот как я не попал? Что за бред? О, понятно. Ну-ка, может так? На! Вот так вот, блин. Ой. Понятно. Ой, это что? Это враг, да? Это враг. Да, ты не стреляй тут. Потише будь. Момент, мне тут звонят.
Ну все, дико извиняюсь, тут просто важный звонок был, короче. Ну ладно, в общем, сейчас все нормально. Эй, что за хрень? Опять сворачивания начались эти. Эмигранты, потом поболтаем, всем добра и здоровья. Давай, Андрюха, наверное, поздновато я, конечно, уже ответил. Ну, ладно. Ой, еще один. Или он сдох? А, вроде сдох. Ну и чё ты тут? Чё ты тут стрелял, а? Вот еще второй лежит. А, кстати, что они вообще тут ошиваются? Вообще непонятно. Еще кто-то есть? Во-во-во, нашли завод Ядерпол. Отлично. Кстати, здесь какой-то квест должен быть, я помню. А что там у нас дальше за локации? Так, теперь нам нужно вот сюда. К перекрестку. А, вот так примерно и надо идти. Да, не зря кореш прошел. Жаль, конечно, что получилось со стримом, там все очень печально. Изображение тормозило. Короче, Full HD не видать мне. О, еще один. Опа. Так. На! Бля. Да серьезно? О! Во! Вот так бы всегда. Так. Вот сюда нам надо. Вот здесь вот локация. А это кто? О, это походу ловушка. Ты времени даром не теряешь, я гляжу. Все время задаешь вопросы, расследуешь. Ну так что? Ты какой-то дознаватель? Наемный детектив? А ты кто? Или у тебя личные счеты к бедному андроиду, который мечтает только об одном, чтобы его оставили в покое? А, прикольно. Пожалуйста, скажи. Я очень хочу знать правду. А чё ты с ножиком прибежала, ты думаешь, он тебе поможет, если что? Ну, мы тебя не знаем, поэтому кто ты, черт возьми? Ладно, давай к делу. Меня зовут Виктория Уотс. Я работаю на организацию, чьи цели, судя по всему, противоположны твоим. Похоже, ты пытаешься отыскать андроида, которого я и мои товарищи всеми силами пытаемся спрятать. Как видишь, это делает нас противниками. Ничего тебе надо. Ты правда хочешь помочь? Вот, возьми. Это внутренний компонент того самого андроида, которого ты ищешь. Не спрашивай, откуда он у меня. Отдай его доктору Зиммеру в Ривет-Сити. Скажи ему, что андроид мертв, а это снято с трупа. Он тебе поверит. Сделай это, и Зиммер вернется в Содружество и оставит беднягу в покое. Сделай это, и ты спасешь человеку жизнь. Ну так даже. Что за организация, о которой ты говоришь? Мы называем себя железной дорогой. Наша задача – освобождать и спасать синтетических гуманоидов, андроидов, как их обычно называют. Железная дорога? Это типа как подземка из Fallout 4. А как насчет рабов людей? Вы им тоже помогаете? Да, если можем. Но на пустошах и без нас есть кому бороться с рабством среди людей. А у наших братьев-андроидов есть только мы.
Мне нужно знать что-то еще. Просто пойми, что этот андроид сейчас практически человек. Он выглядит как человек, ведет себя как человек. Он верит, что он и есть человек. Но даже если нет, даже если он машина, он способен мыслить и чувствовать. Как видишь, его душа такая же человеческая, как у нас с тобой. Это личность, а он личность. Заслуживает шанса на свободу. Прошу, если у тебя осталась хоть капля порядочности, не отнимай у него этого. А что, собственно говоря, я получу, если помогу тебе? Конечно. Если поможешь мне, и вместе со мной андроиду, Господь и вся вселенная тебя возлюбит. Можно ли желать большего? Ты чё, неадекватная? Ой, блядь, ладно. Ты знаешь, что нужно сделать. Давай, до свидания. Странные вы все какие-то. Так, и шо? Вот, нашел. А, я помню, это где людоеды живут, короче. Так, следующая локация. Это у нас где-то здесь. Ну, туда, собственно говоря, и пойдем. Что-то как я нормальную снарягу получил даже как-то. И врагов нету серьезных. Очкуют, что ли? Никого не вижу. Так. Опа, это кто? А вот это рейдеры. А, у тебя ножик. Ну, тогда не буду на тебя тратить. Чё ты тут блокируешь, а? А вы чё? Думаете, с пистолетиками то крутые, да? Ой-ой-ой-ой-ой, надо валить. Надо валить. Сейчас машиной банет. Или не банет? -1. А где еще один? А, вон он бегает. Ща, погоди. О! Вот так. Он что, еще живой? Да. Тут еще и псина какая-то. Слышь, ты чё прибежал? Блять. Игра зависла, что ли? Бля, игра зависла. Я даже и не сохранялся, да? Ну, круто. Круто. Ладно, сейчас все будет. Мы их сейчас издалека расстреляем. Только повыше залезем. И все. Вот куда-нибудь сюда, на камень. Во. Так, ну-ка. Да залезь ты на камни уже. В смысле, блядь, ты чё?
Где они там ходят? Так, вот один. И промазал. Ну, молодец, чё. На куски прям. И второй также. Вот еще один. Вообще отлично. А кто меня спалил-то не по... А, все. Ща. Серьезно? Ему вообще насрать. Да ёб твою налево. Слушай, может ты попадешь уже? Ёб, да ты дебил, блядь, стреляй нормально. На, хоть раз попал, неужели? Куда собрался? Петушара. В любом случае мне нужна твоя одежда и твой мотоцикл. А, это из другого опера, ну неважно. Бля, опять. Так, и что у вас еще есть? Блять. Мины здесь, что ли? О, серьезно, здесь мины. А что еще тут есть? Куски рейдера есть. Прикольно. Тут же где-то псинка была. Вот она стоит. Сюда иди. Вот так вот. Ну все, теперь будет из чего шаурму делать. Какая хорошая позиция. Может, кто-нибудь ходит здесь? Что-то никого не видно. Ну ладно. Так, дальше нам куда? Следующая локация у нас где-то вот тут. Как раз туда мы и смотрим, в принципе. Вот сюда вот. Слышу стрельбу. Чё? Как два пальца? Доктора! К черту это все! Чё? С ножом на меня кинул, его кулаками отхуярил, он свалил. Черт, у тебя крыша поехала! Да? А кто на меня кинулся, дебил? Критическое попадание. Тебе ножик не поможет, понял ты? Я тебе сопелку разобью, слышь ты. Ирокез, думаешь, напялил, мужиком стал? Я тебе покажу, чё почем. Да, уверен? Давай, давай, блокируй, не блокируй, все равно сейчас отъедешь. Проклятие! Вот так вот. То-то же. Кстати, по-моему, вот эта пещера, да? Вроде как она. Да, это та пещера. Tenpenny Tower, о. Есть пещера. А дальше нам куда?
А, ну дальше, в принципе, здесь Tenpenny Tower и есть. А, вот Tenpenny Tower. А вот здесь что? А, какой-то завод здесь должен быть. Ну, пойдем туда, что? Да еще нормально, что у пещеры делают велики. Вот никто не ходит. Или кто-то есть? Не, пусто как в жопе у мангуста. А нет. Вот он, протектрон ходит, херачится со скорпиончиком. Давай сначала скорпиончика захреначим, потому что он более быстрый. Да, блядь. Хватит сворачиваться. А вот тебя мы без проблем вдолбим. Ну, на одну полоску не надо уже тратить гаусс-пушку. Так, тут еще что-то есть, что ли? Воу-воу-воу-воу-воу, потише. Это что за место? Какая-то тропинка. О, луна. Ни хрена себе. Куда эта тропинка ведет? Куда? Непонятно. К пещере, что ли? Короче, нам туда не надо. Так, что тут у нас? Железа. Батарея. Вот батарея это хорошо. Сейчас пойдем заводик откроем. О, понятно. Гигантский рад Скорпион. Отвали. Отвали, дебил. Слышь, догони сначала. А догонит. Ты шо, дурак, эй, ты чё делаешь? Паркур еще в прошлом веке отменили. Так, когда ты уже отъедешь? Вот про них я и говорил. Жирные они. А ведь это даже не альбиносы. Ой, еще один, ну конечно. Давай сюда иди. А шо я туплю? Так же можно сделать. Ой, патроны кончились. Что у нас еще из оружия есть? Кстати, можно починить сразу. Вот так вот сделать. И вот так вот сделать. У нас есть боевой дробовик. А не, подожди, я неправильно сделал. О, нормально. Есть еще? Да что, опять зависла игра? А нет. И то хорошо. Дайте мне уже завод открыть, достали. Так, и что тут у нас? О, есть. Пойдем теперь башню откроем. О, протектрон. А, слушай, они не нейтральные.
Давай попробуем с ними побазарить. По-моему, их можно это взломать, короче. Если я не ошибаюсь. А, нет, это. Охрана вот этого типа. А ты кто, кстати? Пожалуйста, проходите. Ты кто, слышь? Привет! Я жестянщик Джо, главный поставщик запчастей для роботов на столичной пустоши. А, ну я вижу. Что ты продаешь? Посмотри все, что есть. Ой, да что-то у тебя не особо как-то есть, слушай. 70 крышек. Что тебе можно продать? Пистолет можно продать. Можно продать 70, да, это 50, ну, вот так вот сойдет, думаю. Дай знать, если понадобится что-то еще. Я хочу купить робота. К сожалению, все эти роботы уже проданы. Мне осталось только их доставить. У меня остался один храбрец, на которого пока нет заказчика, но... Что но? Эти РЛ-3 довольно привередливы в выборе друзей. И, по-моему, ты ему не нравишься. Ничего личного. Ты пойми. Чего? Я не нравлюсь ведро с гайками. Прикольно. Еще один славный Ну и вали отсюда. армии этого человека. Итак, что мы имеем? Блин, как он медленно ходит, конечно. Это вообще жесть. Так, я кое-что забыл. Походу. Вот так вот, да. Давай, открывайся, башня. Фредди Боливер. Привет снова. Как тебя называть? Вообще меня Валентин зовут. Пожалуйста, помоги. Все, если чё, все написано. Блять, в смысле? За что мне уровень-то дали? В общем, как я и говорил, все должно быть написано в описании. Но может, конечно, я забыл. Так. Итак, что нам надо прокачать? Нам нужно прокачать, во-первых, взлом. Давай сделаем 85. Давай прокачаем. Тут уже по 85, остальное поднимем. Блин, ну я не знаю. Может, ремонт только прокачать. 90. Что еще есть? Красноречие. Во, красноречие надо прокачать. 75. Кстати, поздравляю 65 подписчиков. Благодарю. Благодарю. Ну, не знаю. 75 оставить. Если хочешь, можешь сам тоже подписаться. У меня скоро не только стримы будут, но буду еще видосы записывать. По Сталкеру, Фоллэч думаю тоже записать, потому что тут качества особо нет, а вот на видосах будет, я думал, полноценный Full HD. По крайней мере, я постараюсь. Не знаю, потянет OBS, не потянет. Подписан? Ну... Странно, виджет, не знаю, не показывает почему-то. Ну ладно. Если подписан, то респект, конечно. А так, конечно, у меня много интересов. Заходи на канал, смотри видосы. У меня там много разного. Итак, у нас осталось 5 очков. И я не знаю, давай прокачаем холодное оружие, потому что у меня есть электрический меч Цинвея. А это вообще имба. А вот по перкам что тут у нас есть? Химик. Говно, наемный убийца. Срезать ухо. Понятно. Киборг.
Дополнительные 10% сопротивляемости урону, ядам и облучению. Опа, вот это можно будет взять. Я нашел еще фолыч, первый раз такого узнал. Какой? Какой фолыч? Законник. Отрезать палец у убитого злого персонажа. А, ну вот это еще прикольно. Называется Fallout New California. Это мод. Это неофициальный фолыч. New California это неофициальный фолыч. Алмазный скелет. О, вот это вот хорошая вещь. Вот это хорошая. Фонтан жизни, робототехник. Подожди. На 25% больше урона любому роботу. Опа, нормально. Точность. Блин, а к чему мод? Ну, насколько я помню, это на основе Нью-Вегаса сделан мод. То есть он как бы в комплекте с игрой, ну хотя можешь найти и отдельно. А что там к чему, я не знаю, не играл. Так, ну чё выбрать? Чё выбрать-то? Размер имеет значение. Слушай, а здесь нет такого, который прокачивает мне холодное оружие. Так, дуэлист есть. Энтомолог, стальной кулак. Фанатик оружия. Это можно взять в принципе. А, вот, по 5 очков. К холодному оружию и взрывчатке. Но мы начнем, конечно, с чего-то поинтереснее. Например, киборг можно взять. Или алмазный скелет. Чё взять? Чё взять? Скажи вкратце, что делает этот мод, я не знаю. Я не играл в него. У меня есть моды только вот на третий фолыч. У меня тут стоят серия Фонтан жизни. 30 очков здоровья. Ну зачем? Лучше взять на сопротивляемость. Алмазный скелет. На 50% меньше урона. Думаю, вот его взять. Guerra детектор, saludos, amigo. Так что ты мне говорил тут, Вилли? Слава богу. Новое лицо. Воды. Пожалуйста. Воды. Ой, еще один бомжара. На. Вода. Забирай и отвали от меня. Так. Слушай, может ты откроешься для приличия? Меня в задницу. У нас достаточно крышек. Пусти меня, черт возьми. Опа. Сколько раз надо повторять? Не пущу. Если понадобится, я буду стоять тут днями напролет и орать на тебя в эту железку. Я уже сказал тебе, что Тенпенни не пустит сюда зомби. Ты кого назвал зомби, придурок? Ты уж точно не человек. Последний раз повторяю. Зомби вход воспрещен. Ты что, не видишь разницы между мной и дикарем? Ладно, я тебе покажу разницу, свинья. Подожди у меня. Ты свое получишь. Все вы. Ну да. Сказано же тебе было. Вали к чертовой матери отсюда. Не нужны Тенпенни твои несчастные крышки, а мне не нужен геморрой. Последний раз повторяю. А ну убирай свою гниющую, уродливую, вонючую гульскую задницу с личной территории мистера Тенпенни. Это DLC? Что за DLC? У вас все гости нарываются на такой прием? Что? Нет, только эти чертовы гули. Извини, я думал, что ты один из них. Гуль Индюк или тоже нет, думал. Я должен сообщить, что ты находишься на территории личных владений Алистера Тенпенни. Вход разрешен только постояльцам и по официальным делам. Ага. Я к Тенпенни.
У меня есть выгодное предложение для Тенпи. Пусти меня или пожалеешь. Постой-ка. Не будем торопиться. Если Тенпенни действительно заинтересует твое предложение, думаю, тебе стоит дать шанс. Хотя обычно он все дела ведет через мистера Берка. Если Тенпенни не захочет с тобой говорить, лучше оставь его в покое. Если будешь беспокоить мистера Тенпенни или его постояльцев, я с радостью выставлю тебя вон. Мы друг друга поняли? Хорошо. Давай, давай, вскрывай уже. Я про Калифорнию в интернете почитал. А, ну расскажи, что он делает. Тенпенни Тауэр. Не делай глупостей. Ой, слушай, ты мне уже и так это по херне ты говоришь. Че ты мне второй раз повторяешь теперь? У меня открылась локация. Открылась. Все, давай до свидания. Чё это DLC делает? Что-то я вроде в списке официальных DLC такого не помню. Кстати, а где вот этот Васян, который, блядь? Не, это не тот. А где Гуль? Гуль где? И ладно, хер с ним. Так, ну что дальше за локации есть? Можно открыть метро. Не, ну нам не в ту сторону надо вообще-то. Нам надо к убежищу 112. Короче, пошли сюда. И следующая локация должна быть где-то здесь вот. Так что туда мы и направляемся. Слушай, ты так и будешь кругами ходить? Ты адекватно еще? Тебе нормально? А, ну в принципе ладно, с таким количеством роботов можно вообще насрать, кто тут по пустошам бегает. Что тут есть? Ничего. Так, что тут, где тут, что тут? А, это, наверное, вон та подстанция. Да, думаю, да. Кстати, я скоро... 14 уровень я уже получил. Я могу отправиться по сюжету мода. А там будет хорошая пушка. Так что, думаю, мы так и сделаем сейчас. Сюжет мода разворачивается на окраине новой Калифорнийской республики за 20 лет до начала Нью-Вегаса. Тесно связан с серией Fallout. Главный герой, житель убежища 18, игрок... А, это братан, DLC это официальные дополнения от Bethesda, которая обосралась со своим Fallout 76 уже конкретно. А вот моды это моды, то есть от сторонних разработчиков. Так что не путай. Слышь, а ты кто? И что ты здесь делаешь, бомжара? В смысле? Ты куда побежал? О, блять! Ни хрена себе! А чё он врагом-то был, не понял? Который в зависимости от выбора в самом начале игры становится либо грубым, перекачанным, понятно. Эй, привет. Мясо яугая. Есть такое дело. Ты кто, Васян? Да чё ты? А, ни хрена Чего тебе себе. надо? Могу продать дозу, чего захочешь. Наркоторговец? Вот, погляди. По-хорошему тебе... Разумеется. Тебя бы завалить, но... А, у тебя нет крышек, я понял. А, ну у тебя есть стимуляторы, ладно, согласен, живи тогда. А что у тебя еще есть? Вентяра, сопротивление урону, ментаты, психо. Да нахер надо. Я тебе лучше продам что-нибудь сейчас. Так, 72 крышки, да? Ну вот, забирают эту броню когтей. И все. Еще... Так, ну, так, я нашел локацию.
А дальше нам надо... я не знаю, вот сюда пойдем. Тут какая-то локация должна быть. Да, пошли туда. Это вот туда мне надо идти. Радикс и Медикс бери. У меня есть. У меня так до хрена... О, враги. О, еще Яухер. Слышь, пацан, двигайся, двигайся. Чё ты стоишь на месте? Не стоим на месте, не стоим. Ой. Взорвался, пацан. Ну, чё, бывает. Бля, куда я шел? А, все, сюда. Еще есть, короче, какие-нибудь клиенты? О! Что, еще один? А, не, это этот, Скорпион. Давай, иди сюда. На тебе, петушара. Вот так вот. Если используешь психа плюс мясо Яугая, 35% к урону. Ну да. Ну пока не надо. Вот сюда надо. А как-то пролезть туда. Может, вот так как-нибудь? Давай, 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 слышь. Во. Да, сюда надо. Никого нету. Кстати, вон что-то есть. Пойдем откроем. А, ну да, нам туда и надо. Только это, блин, такое место. Как потом обратно выбираться? Ой, успокойся. Там рейдеры. Оп. Был рейдер, нет рейдера. Все-таки взял силовую бронь, да? Да, взял. Я же на прошлом стриме Анкоридж-то прошел. Мне тут нормально плюшек подкинули. Правда, пацаны не захотели делиться плюшками, пришлось там половину вынести, но это их проблема. Блять. Как меня бесит тут это вот тупое раскачивание прицела. Хер прицелишься нормально. Я ж в силовой броне. О, слушай, там вон ворота под напряжением. Это чё это вы тут делаете, а? Не достреливает. Прикинь. А кто тут еще есть? Ну, вот здесь кто-то есть. А кто здесь есть? А, вон он. Слышь, тебе нормально в земле, Какой-то ты неадекватный. Ни хрена себе. Ты знаешь, где Гэг? Да заебал ты пригибаться-то. Есть. Вроде в убежище 78, если я правильно помню. Там этот должен быть супермутант. Напарник который.
Вот его, кстати, бы не помешало. Ну, чё-то как-то вроде и все. О, попал. Отлично. Развлекуха по мечтам. Привет, слушай, дневник купца по стриме. Чё за дневник купца, не пойму. Блять, здесь опасно спрыгивать. Давай лучше где-нибудь тут. Блять, хотя ведь все равно опасно. У вас тут, наверное, есть что поискать хорошего, да? Фокс, он топ напарник, да. Единственное, что меня в напарниках не устраивает в третьем Фоллаче, это то, что если они убивают противника, опыт тебе не идет. Вот это вообще печально. Это косяк. Так, вода-стимулятор, мины и антирадин стимулятор. Развлекуха по мечтам. 3D симулятор приборного поиска от Минилаб, игруха, прикольная тема. А можно будет, кстати. Что, стреляют? Кто стреляет? Тут еще что ли? В смысле, откуда? Я не вижу никого. Вы чё, бессмертные? Кто там такой охеревший, а? Evergreen Mills нашли. Ну я рад, чё. Ебать, тут какие-то взрывы происходят. Что происходит-то? И, блядь, здесь бегемот, нихуя. Да кто? Да где? Ясно, понятно. Ты понял? Ой, тебе твой дробовик не поможет, слушай. После анкориджа мне вообще на вас насрать. Ты, отдавай мне все, что у тебя есть. И ты тоже. Все. Кто ржет? Ты чё ржешь, блядь? Ты знаешь, что я сейчас с тобой сделаю? Ой, ладно. Вплотную мне лень подходить, так что... Мы сделаем так. Опять ошибка, да что такое? В Вегасе вот нормально напарники сделаны. Там они убивают и идет, короче, опыт. Там топово. А здесь не особо. Чё? Где? Ни хрена себе он разваливает. Ну да, опять у меня настройки сбились, конечно, конечно. Чё бы нет-то? Мне же по кайфу каждый раз, короче, настройки заново вбивать. Почему бы и нет? В смысле ты еще живой? Ты шо, дурак? Вот так вот. Нормально, пацаны разлетаются. Ну, в принципе, как жили, так и сдохли. Это нам надо.
Что у вас тут еще есть? Что-нибудь интересное? Бля, да что-то как-то не особо. О, бухло. Это мы берем. Можно выпустить бегемота и лут с него снять. У меня, в принципе, есть толстяк. Так, ты пустой. Вот это что за хата? Не знаю. Дай сюда это. Так, еще кто? Чё? Вот ты еще есть. Где? На. Да почему ты живой еще, блядь? Я замечаю, что все собирают по типу тарелки, ненужные брони, пепельницы, бутылки и так далее. Так, погоди. Пошел оттуда. Блять. Стой на месте. Куда он делся? Куда пошел, слышь? Очко. Вот цикло. Я в первое прохождение Фолыча собирал, короче, вообще все и ничего не продавал, короче. Все в шкафчике. В мегатоне, короче, себе скидывал. У меня там столько барахла было. Он чё, дурак, решил сюда, что ли, пойти, или чё? Непонятно. Ладно, обыщем куски. Вот эти. Что еще есть? Все, да? В этом прохождении я это тупо продаю все ненужное, короче. Где этот дебил? Что там придумал, а? О, рабы. Чего? Раньше надо было об этом думать, слышь? Эй, на месте, слышь, уёбок. Стой, говорю. Да, блядь, ну серьезно. Эй, кто открыл? Блядь. Ты шо, дурак? Отстань от меня. Это он, что ли, открыл? Лучше всего собирать сенсорные модули, скипидар, блок сигарет, проводник, пачки сигарет и так далее. Так, я и собираю. У меня вес 50к в инвентаре. Я могу вообще не париться. Я сюда играть пришел, а не по поводу веса париться. Слышь ты? Да что-то ты как-то даже не особо и сильно-то бьешь. Что у меня есть из оружия посильнее? То я его ковырять до вечера буду. Так. Бля, ничего нету. Из этого придется ковырять. Ну ладно.
Слушай, хорошо, когда большой, короче. Точно не промажешь. Давай, давай. Чё, ты побежишь за мной? Не побежишь. Круто. Вот это очень хорошо. На тебе. Гранатомет был? Ну да, есть. Ваше оружие испорчено. Нормально. Ну, толстяк есть. Что, стекайзи уебать, что ли? Ща он туда вот обратно отойдет. Давай, давай, херач его. Я тебя там постреляю. Стреляет он. Так, близко нельзя. На! Все, теперь можно уже и так добивать. Что тут есть? 4. Во, китайский автомат есть. Давай, давай, отъезжай. Все. От души. Китайский автомат в слот ставим. Поехали дальше. Так, куски рейдера обыщем. И бегемота. Бля, у него нету ничего. Вот это печально, конечно. Ладно, ну в принципе локацию я открыл, это хорошо. А вот то, что отсюда нет выхода туда, это плохо. Придется возвращаться вот на эту локацию и уже оттуда идти. Какие локации тут поблизости есть? Есть что-то вот здесь вот, где дорога. Там прям 2 локации. Вот туда пойдем. Да. Сюда? Сюда, да. О, опять нарколыга. Слышь, нарколыга, у тебя стимуляторы есть? Чего тебе надо? Могу... Нет у тебя стимуляторов. Ну пошел нахер тогда. Так. В Вегасе мне очень понравилось, что можно было менять патроны на другие, ставить прицелы, глушители и так далее. Да, это хорошо было. Я там так крупнокалиберную снайперку, короче, прокачал и разрывными с нее херачил, короче, ваншотила почти всех. Вообще от души. Одно попадание, особенно если из инвиза, и все, и куски только разлетаются. Так, я правильно иду? Да, все нормально. Сейчас только посмотрим, кто тут еще есть. Вообще. Пока никого. А здесь что? Ничего. Так, что тут?
Мост. Я еще не дошел до локаций. Так, а что на мосту есть? Должно быть что-то здесь. Ну да, скелет есть. Вы чё, Даже ничего не поставили тут интересного. Вот, вот там локации. Ага, какая-то хибара, короче, бомжарская. Ой, блядь. Вот так вот, прям тебе. О. А то так вас стрелять, это охереешь. Интересно, что за бомжатник? Заправка и магазинчик. Бля. Кто стреляет? А, блядь, ты. Серьезно? Вот серьезно, да? На. Мухи эти обосранные. Сейчас мы на нем гаусс-пушку испытаем нормально так. Оп. Оп. Нормально. Было бы прикольно, если бы можно было создавать свои собственные. Ну да, наверное, но, наверное, они подумали, что это уже читерство будет. Типа, можно создать такое имбовое, что всех будет ваншотить и... О, еще враг. А, подожди. Что за... А не, это радар завис. Кстати, странно, у меня в прошлом прохождении такого не было, что радар зависал. Так, ну ладно, тут должно быть две локации. Да, две рядом. То есть вот здесь внизу вторая. Подстанция, да. Чё, есть кто? Чё, давай выбирай, куда сейчас пойдем, в убежище или по сюжету мода. Подстанция. Кстати, по-моему, убежище 112 это как раз тут. Нет, нет. А чё тогда за дверь? А, понятно. А, это тут по сюжету мода тут, короче, секретный бункер. О, починка электроники. Так, тут у нас MedX. Раз, два. Раз, два. Так, 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 все забираем. Давай убежище. Ну давай. Пошли в убежище. Так, ну нам сюда, собственно говоря. Ты что, дурак? О-о-о.
Сейчас посмотрим, кто труп. Ща. Вот так вот. Слышь, ты чё дробаш взял? Что, думаешь, бессмертный, да? Я тебе сейчас задницу надеру. Посмотрим. Вот так вот. Куда они вылезли? Никого не было, а тут раз. Какие-то уёбки. Ну, вроде все. Конечно, зависший радар меня немного печалит. Потому что он зависший. Вроде никого. А здесь кто-то есть? Есть, слушай. Нормально, тут тройничок такой. Он отъехал? Не отъехал. Слышь ты, чё ты сюда бежишь? Ты дурак, что ли? Ну давай, беги. А для вас у меня особый подарок есть. Репеллент. Во. Давай, подходи. На. Хорошая палка. Я уже придумал, куда ты можешь в Вегасе отправиться. Куда? Ёпта. Вот там какая-то палатка. Гараж Кейси Смита. Ладно, хорошо, мы его нашли. Пошли палатку проверим. Опа, здорово. Ёпта. Слышь, ты чё? На. Ой, блядь. Вот этим мне нравится гаусс-пушка, конечно. Лежи. Не вставай. Эй, ты что делаешь? Упал, отжался, слышь. Оп. Там что, рейдеры? Ты дебил, что ли? О! Нормально. Слышь ты, робот-охранник. Фрагов моих не вали. А, это наемники, походу, бля. Это, походу, свои были. Или нет? А, не, это наемники компании Коготь. Я думаю. На! Прямо в чердак. Ой, бля, я косой. Куда побежал?
Вот туёба. В DLC Honest Hearts там прям в начале говорит. Можно идти, в конце там кучу плюшек дадут. Встречал дядю Леона или Лео, ее очень редко можно встретить. Нет, не встречал. Ай! Блин, опять какие-то проблемы с кодировщиком. Скажи, там со стримом все нормально. Ничего не фризит. А то в прошлый раз слайд-шоу было, когда вот это было написано. Так, ну чё тут? Чё я могу? А, охотник какой-то. Погоди. Кстати, это могли быть свои. Блять, фризит. Ладно, ща момент. Перезайти попробуем. Ну, вроде не должно фризить, как бы. Бля, Хром, только чат запустил. Запущен, блядь, а жрет, короче, до хрена. Оперативки, что за дебил? Вот сейчас фризит. Хотя я сейчас сам посмотрю. Ща я сам гляну. Нет, хорошо, хорошо. Ну да. Ну да, ну да. Настройки опять сбились. Вот. Другое дело. Кстати, по-моему, охотники, они как бы это, они должны быть нейтральные. Я их завалил. Ну, уже насрать, в принципе. Ну, нам, собственно говоря, надо сюда. Пошли внутрь. Таракан. Буду я еще патроны на тебя тратить. О, кто-то тут нихуево так попил кофе. О, здорово. Так, я смотрю, ты тут не один, ну ладно. Если не один, то возьмем кардинальное средство. Ща, успокойтесь, подожди. Меня тут на всех хватит. Кто-то еще тут должен быть. А, внизу. Внизу, наверное, тоже
Жопа крысы. Это все мы берем. Ой, пацан, ты чё это? У тебя чё, будильник не сработал? Ну, бывает. Какой-то журнал взял, слушай. Кстати, журнал это надо использовать. Что мы тут насобирали? Значит, ложь учебная для конгрессмена. Хорошо. Красноречие +2. Починка электроники. Ремонт +2. Современные замки. Взлом +2. Нормально. Отлично. Так, ну, теперь надо найти, короче, как открыть эту херню. Да, слышу еще жопа крысов там внутри. Ничего, тут китайский пистолет. Не понял. Тут что, что ли, китайцы были? Шпионы? Сюда, иди, слышь. Дурачок. Тут еще один враг где-то. А, понятно. Уже не важно. Так, открыть дверь, убежище 112. Ну и что? Кстати, у меня скоро меч сломается, я могу его починить? И как его... А, могу, слушай. Кстати, китайский офицерский меч. О, плюс 69%. Вот это от души. Ну все, до убежища 112 добрались. Что нас там ждет? Я не помню. Ну, если я не ошибаюсь, тут, по-моему, одни трупы будут. Дверь. Ну, дверь. Добро пожаловать в убежище 112, житель. Согласно показаниям датчиков, вы прибыли с опозданием на 202,3 года. Бля, братан, извини, маршрутки не ходят. Переоденьтесь в выданный вам комбинезон убежища. Если вы потеряли свой комбинезон, я могу выдать вам новый. Переодевшись, следуйте по лестнице на главный уровень и займите назначенный вам шезлонг Tranquility. Бля. Имеется свободный шезлонг. Пожалуйста, садитесь. Опять эта тупая виртуалка, я помню эту херь. Робомозг. Но сейчас я не могу себе позволить говорить с вами. Ну и пошел ты нахер. Позволить он себе не может. Ёп ты, блядь. Ну, тут, походу, майнкрафтеры собрались. Так, ну зато я могу теперь взламывать вот такие вот замки. 5-10. 4-10. 3-10. 5-10. 7-10.
7-10. Ты заебал. Один 10. Давай уже что-нибудь сработаем. Надоел. О, пользование вновь разрешено. Так, Occupation было 4 из 10. Попробуем вот это. 5 из 10. Попробуем вот это. О, готово. А, ясно. Открыть. И что мы тут имеем? О, нормально. Не зря пришел. Гранатки. Патроны. Бери, не хочу. Пароль в комнате смотрителя. Сначала все убежище обыщем. Кстати, нормальную сохранку давно не делал. А что у нас тут? А тут у нас... Понятно. Открываю дверь, доктор Брон. О, доктор Брон немного, короче, не в форме. Да ты успокойся, дай мне карандаш. Так, а что здесь еще есть? Здесь я был. Здравствуйте, сэр. Да пошел ты. Здесь я был. Здесь, по-моему, тоже. О, вот здесь я не был. Че там такое? Угу. Ага. Так, что тут? Это забираем. Вот это забираем. Вот это забираем. Все забираем. Так. И вот так. Одежда легенды, пустоши какая-то. А куда мне надо? Активировать. И ничего здесь нет? Ой. Что вы такие унылые? В комбинезоне только. На, успокойся. В комбинезоне, блядь, и в шлеме от силовой брони. Ничего необычного просто. Ой. Не нравится мне это.
Бля. О, 600 опыта дали. И чё? Кто такой? Тебе лучше поговорить с Бетти, малыш. Не заставляй ее ждать. А, Она на Бетти. детской площадке. Наверное, уже ждет тебя. А теперь беги. Доктор Брон Бетти, блядь, что-то у него это, не совсем он какой-то адекватный, я думаю. Если ты нормальный человек, ты будешь вот такой себе это делать? О, новенькие! Есть с кем поиграть. Вот мне везет. Мне как раз стало скучно. Ура! Нам будет так весело! Конечно, будет. Только я думаю, тебе это не понравится. Я Бетти. Я тут живу на Транквилити Лейн. Хочешь поиграть? Нет. Нет уж, спасибо, не надо мне игр. А отказываться не по правилам. Ой, Если я хочу играть, ты будешь играть. А я хочу. ах ты уёба. Слушай, девочка, я не хочу играть в игры. А я сказала, хочу играть. Это просто. Ты доведешь Тимми Нейсбаума до слез, а я тебе помогу. А если нет, тогда значит ты так тут и останешься. Проверим. Так, ну я знаю, кто нам нужен. Нам нужен вот кто. Хороший песик. Бля, сейчас нельзя, что ли? Ну ладно. Привет, я Тимми. Хочешь поиграть? А знаешь, что твой папа с мамой разводятся из-за тебя? Ну ладно, давай так просто скажем. Бетти говорит, что тебя надо довести до слез. Что? Да не могла она такого сказать. Правда? Не нравится она мне. Она противная и смеется над совсем не смешными вещами. Братан, я тебе больше скажу, она вообще не девочка. Да чё, придется вот это, что ли? Что? Может, Эксперимент. Знаешь, что твой папа с мамой разводятся ты из-за тебя. врешь? Привет. Хочешь поиграть? Да Все, поражал, ничего нету. Чем могу помочь, пацан? Чё? Ты меня ни с кем не перепутал. Ты кто? Джордж Нейсбаум, гордый житель Транквилити Лейн. Это что, какая-то виртуальная реальность? Похоже, ты слишком много времени проводишь, уткнувшись носом в комиксы, малыш. Расскажите про Тимми Нейсбаума. Мой мальчик? Тимми? Хороший малыш. У нас крепкая семья. Конечно. Ой, блин, вот это все. В смысле, все... привет, папочка. Что происходит? Блин, что тут надо делать вообще? Привет, детка. Ты кто? Ну, юный Нейсбаум, да? Понятно. Строго между нами, малыш. Таких, как он, мы в свое время называли маменькиными сынками. Согласен. Вот как? Скажи это моему большому пальцу на ноге, деточка. Давай, до свидания. Так, а ты у нас кто? Ах ты, блядина. А ну стой. Ну, привет. Привет. Может, пойдем наверх поднимемся? Я тебе кое-что покажу. Говорю тебе, мальчику не повезло. Пэт носится с ним, как курица с яйцом. Будто он еще совсем младенец. Родители никогда его от себя не отпускают. Представляешь, что с ним будет, когда он впервые с ними расстанется? Извини. Ой, блин, ничего нету здесь. Пока-пока. А, может, у него надо Ну, привет. спросить. Типа, ты видела? Я так не думаю.
Понятно, ты не видела. А что у вас здесь есть? А ни хрена у вас нет. А тут что? Тут никого? Опа, а это что такое? Опа-на! Добрый день. Добрый день. Он у тебя пропал, да? Не волнуйся, ты его наверное... Какой-то подвал жуткий здесь. Все это очень подозрительно. Сейчас у вас нет ничего из того, что можно положить на стол. А что можно положить на стол? Может, вот это? Нет. Блять. Может, что-то в доме надо найти? Так, ну давай посмотрим, смотри. Вот есть скалка. Скалка экипирована, ни хрена себе. Можно кого-то наебашить ей, что ли? Ладно, скоро мы это выясним. Так. О, дневник. Сейчас это нельзя использовать. Да что здесь происходит, эй? Активировать унитаз. Кто хочет попить из унитаза? Как вкусно. Ты кто? Ты. Тебе здесь не место. Тебе не следует здесь быть. Это все не настоящее. Оно должно кончиться. Страдание должно кончиться. Опа. Наконец-то кто-то знает, что происходит. Как мне выбраться отсюда? На самом деле мы не здесь. На самом деле мы не говорим. Это все не настоящее. Мы спим и видим сны. Сон превратился в кошмар. Он должен прекратиться, иначе нельзя. Но мы ничего не решаем. Решает он, и он не хочет, чтобы мы проснулись. Кто это он, о котором ты говоришь? Он теперь называет себя Бетти, но он все тот же. Он может менять лица, как хочет, но под маской остается все то же зло. Брон, этот подонок, думает, что раз он создал эту систему, он тут царь и бог. Но я знаю, он до сих пор использует терминал аварийного выключения. Я знаю это. Опа. Что за аварийный выключатель? Ты о чем вообще говоришь? Он в заброшенном доме. Он не хочет, чтобы мы туда ходили. О. Потому что боится, что мы его найдем. Я понял. Это единственный терминал, связанный с внешним миром. Единственный способ все это отключить. Найди. Вот что нам надо делать. Все, отлично. Заброшенный дом, говоришь? А заброшенный дом у нас где? Добрый день. Твоего папу? Так, понятно. Понятно. Иди отсюда. Привет. Вот это не заброшенный дом? Нет. А где заброшенный дом? Может, вот это? О, заброшенный дом. Есть. Я нашел заброшенный дом. Сейчас, короче, посмотрим, что тут есть. Так, тут... Тут ни хрена. В сортире ни хрена. О, пустая бутылка. О, это какой-то код. Блять. Здесь ничего нет. Надо это активировать в какой-то последовательности, я так понимаю. Давай начнем с шлакоблока. Кстати, радио еще есть. О! С радио надо начинать. Понятно. Понятно.
Понятно. Нет. Нет, это просто кресло. Нет, не работает. Что-то не хватает. И чё не хватает-то? Бля, чего не хватает? Стулья ничего нельзя сделать, холодильник ничего нельзя сделать. А тут в тумбочках ничего нету. Стол нет. Так, а если... Нет. Нет. Чего-то не хватает. Бутылка не активирует. Блок не активирует. А что активирует? Может, на полу что-нибудь лежит? Бля, что надо активировать-то? Здесь ничего нет. Может, здесь? Бля, ни хрена не вижу вообще. Темно, пиздец. Шкаф. Здесь ничего, здесь ничего. Спать. А, кстати, надо же похилиться. Вот так вот. Унитаз активировать. Нет. Это не то. Может, здесь что? Нет, это открыть дверь. Бля, я не помню, как это делается. Тут еще должен быть какой-то предмет. 100 пудов. Раз, два, три. Бутылка не работает. Раз, два, три. Блок не работает. О, слушай, а может быть их не надо не больше одного раза нажимать, а? А ну-ка, раз, два, три, 4. Опа. 5. Нет. Раз, два, три, 4, 5, 6. Нет. Раз, два, три, 4, 5, 6. Нет. Раз, два, 3, 4, 5. Может быть это? Да, 6. 7. О! Есть! Есть! Нашел. Вот так вот. О, что тут происходит, блядь? Доступ к управлению версиями. Показать текущие параметры. А как выключить? Лагуна Тукан. Я наконец осознал, что модель Лагуны Тукан изжила себя. Я устал от палящего солнца и мерно ударяющих о берег волн. Мне больше не доставляет удовольствия наблюдать, как Симпсон мучается от цинги. Или слушать крики Нейсбаума, пожираемого акулой Мако. Мне попросту скучно. Пора вновь сменить сцену. Понятно. Горное шале. Вчера Дизерс поскользнулась на обледеневших ступеньках шале. Пытаясь сохранить равновесие, она умудрилась взлететь и упала прямиком на кованую железную изгородь. Это было впечатляющее зрелище, и все произошло совершенно случайно. Существует ли что-нибудь более величественное, чем багрянец на свежевыпавшем снегу? Увидев это, я чуть было не передумал
менять декорации, но чуть не считается. 23 года, достаточно длинный отпуск в швейцарских Альпах. Мне хочется чего-то более привычного. Ну ты уёбок. Я удивляюсь себе, я нахожу Tranquility Lane, что значит спокойная аллея, успокаивающий. Хотя это определенно Америка, она напоминает мне Коронах, город моего детства. В этой модели заложена очаровательная ирония. Здесь резиденты чувствуют себя... Резиденты? Здесь, походу, в натуре шпионы. Резиденты чувствуют себя во всех смыслах дома и в безопасности. Когда я забавляюсь с ними, пасторальные иллюзии у них внезапно рассеиваются, что придает дополнительную прелесть моим потехам. Я думаю, что мы останемся в Tranquility Lane надолго. Действительно надолго. Ага. А что за программа «Китайское вторжение»? Запустить китайское вторжение. Сведения об отказоустойчивой программе. Запись отказоустойчивости. Так. Китайского вторжения. Бля. Именно по этой причине я все-таки потребовал установить китайского вторжения генерала Чейза. Переведя в неактивное состояние протокола безопасности, я добьюсь того, что всякий субъект в убежище 112 умрет в физическом смысле, если при вторжении будут убиты их виртуальные воплощения. Смерть в реальном мире. Конец моделирования. Идеальная отказоустойчивость. Я бы тебя сам выпилил, слышь? Ага. Понятно. Хотя, если там китайские шпионы, то может насрать на них. Да, но тут же еще этот есть. Батька. Так что... Не знаю. Доступ к управлению версиями. Показать заметки о предыдущих версиях. Слушай. Если мы китайское вторжение включим, что будет? Задание выполнится или не выполнится? Давайте проверим. Запустить китайское вторжение. Посмотреть информацию перед началом работы. Какую информацию, блядь? Сведения. Ага. Так, понятно. Ясно. Тестовые субъекты будут уничтожены в реальном мире. Ну давай. Вы получили карму? Блять, я думал наоборот, ее у меня снимут. Опа! Китайское вторжение. Ага. А в песика не стреляют. И в эту дуру не стреляют. Блять, вы серьезно? Какой нахер довести Тимми до слез? Вы дебилы, тут китайцы, блять, всех расстреливают, долбоебы. Ничего не говорит. Сейчас будет мясо, да, я вижу, что мясо. Слушай, опа, смотрите, кто тут у нас. У нас здесь выход. О! Опа-на. Вы больше не имеете права пользоваться шезлонгами Tranquility. Бля, как я теперь жить-то буду? Сынок, слава богу,
Я думал, что застрял там навсегда. Я рад тебя видеть, но что ты здесь делаешь? Блять, догадайся. Что ты здесь делаешь? Тебя могли убить. Я же не думал, что доктор Брон до сих пор жив. Да еще и сошел с ума. Я думал найти дневники или записи. Мне нужна была информация о Брауне и его работе над Гекком. Ты нашел ту информацию, которую искал? Безусловно. Создание Брона Гекк должен был после ядерной войны сделать окружающую среду снова пригодной для жизни. Он не совсем стабилен, но я уверен, компоненты этой технологии именно то, чего нам не хватало все это время. Я должен вернуться в Ривет-Сити. Когда Мэдисон узнает про Гекк, я смогу убедить ее, что у нас получится. Тебе нужно вернуться в Ривет-Сити? Я не справлюсь один. Мэдисон, доктор Ли собрала в Ривет-Сити команду ученых. Они помогут нам. Лаборатория стояла без дела много лет. Там хватит работы на многих. И все равно мы долго провозимся. Чем скорее я приду в Ривет-Сити, тем скорее мы с Мэдисон сможем начать работу. А я мне что делать? Да. Кстати, о тебе. Почему ты вообще не в убежище? Я даже думать не хочу, как получилось, что ты снаружи. А потому как что бы, ты кстати, дебил. не была твоя помощь, тебе следовало оставаться там, где тебе ничего не угрожало. Ну да, не угрожало. Только меня там завалить хотели. Потому что ты свалил. Ты оставил меня там, не попрощавшись, что мне было делать. Ну ладно, давай это нажмем. Оставаться в убежище. Тебя там ждала хорошая жизнь. Но, полагаю, теперь уже поздно возвращаться, да? Смотритель, скорее всего, прикажет расстрелять нас на месте. Значит, пойдем со мной в Ривет-Сити. Он и так меня на бутылку хотел посадить. Ладно, пошли в Ривет-Сити. Вот это мой сын. Давай поторопимся. Теперь, когда я знаю, что нам нужно, я хочу как можно скорее взяться за работу. Опа, нормально. Как на самом деле умерла мама? Я понимаю, ты имеешь полное право сомневаться во всем, что я тебе говорил. Но твоя мама... Об этом я никогда тебе не лгал. Никогда. Она умерла при родах. Это было трудное время. Она так ждала тебя, так хотела подарить тебе хорошую жизнь. Поверь хотя бы в то, что она очень любила тебя. Короче, не иди с ним, жди где-то день, и он сам там будет так быстрее. Ну, давай. Что из себя представляет проект «Чистота»? На самом деле все началось с идеи. Помнишь цитату из Библии, которую так любила твоя мама? «Чистая вода для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный». Это бы перевернуло всю жизнь в пустошах. Со временем идея приняла форму водоочистителя. Но не такого, как в убежище. Это устройство должно было очищать миллионы литров воды за раз. Мы расположили его в старом мемориале Джефферсона на берегу приливного бассейна. Надеюсь, что вскоре ты увидишь его в действии. У тебя есть минутка? Конечно, сынок. В чем дело? А в чем дело? Давай просто вернемся в убежище и будем жить как дебил, блять. Так тебя там и ждут. А вот это вот уже более похоже на правду. Как ты мог просто так меня бросить? Чем ты думал? Я хотел для тебя безопасной жизни. Не выживание на богом забытых пустошах с мутантами. Я не мог тебе сказать, потому что тогда не смог бы уговорить тебя остаться. Очевидно, этот план был не таким удачным, как казалось. Это из-за мамы? Ты так стараешься из-за того, что произошло с ней? Ох, сынок. Если бы ты только знал, как много наш проект для нее значил. Она так верила в наше дело, так хотела увидеть его плоды. Она столько отдала для проекта, как и все мы, и я не хочу, чтобы все это пропало впустую. Пожалуй, я понимаю. Хорошо, что мы поговорили об этом. Я тоже... Все понятно. Короче.
Так что случилось с проектом «Чистота»? Примерно за год до твоего рождения у нас начались проблемы. В городе всегда было полно мутантов, но тогда они особенно активизировались. Их стало больше, и они стали агрессивнее. А поскольку мы все дольше работали без ощутимых результатов, поддержка проекта ослабевала. Работы почти прекратились, а потом твоя мама родила тебя. Мы с твоей мамой много говорили о том, что делать после твоего рождения, но когда мы потеряли ее, я должен был принять решение. И я решил уйти. Насколько я понимаю, потом все случилось очень быстро. Оставаться в комплексе стало слишком опасно, и проект был заброшен. Доктор Ли и ее группа отправились в общину, из которой вырос Ривет-Сити, и проект «Чистота» с тех пор ждет своего часа. Сейчас с тобой понятно. Короче, мои планы изменились. Сейчас я не пойду с тобой. Мне очень жаль это слышать. Надеюсь, ты захочешь. Давай, до свидания. Итак, новый уровень, и мы будем качать красноречие до 85. Потом будем качать, не знаю, взлом не будем качать. Будем качать медицину до 75. И давай холодное оружие прокачаем до... Да, на все прокачаем, в смысле. Далее. Что мы имеем? Химик, наемный убийца, киборг. Можно взять киборга. Так, законник. Знаешь, нам сейчас больше понадобится не киборг, а робототехник. Потому что сейчас мы пойдем по сюжету мода. Вот. На 25% больше урона роботам. Это нам сейчас пригодится. Простите, но сейчас я не могу себе позволить говорить с вами. Сейчас только зайдем, короче, в мегатонну, наверное. Или не зайдем. Ну не знаю, мне вообще патроны нужны. Хотя я думаю, там, в принципе, мы справимся. Если не отъедем. Так, починить мне надо. Так, есть пистолет-пулемет. Есть боевой дробовик. О. Потом есть винтовка Гаусса, уже такая нормально поизносилась. Китайский автомат, китайский пистолет. Лазерную винтовку починим. Вот так вот. Потом. Охотничье ружье у меня, по-моему, и так уже. Плюс 2% смысла нет. Ну, в принципе, все. Нам сейчас надо вот сюда. Вот. Первое задание из мода называется «Секреты прошлого. Пролог». И нам нужно найти центр управления. И сейчас мы этим и займемся. Серия реально крутая. Это вообще просто... Ну не знаю. Если кто не проходил, то я вот просто реально советую. Даже советую, короче, Fallout 3 заново пройти вот с этой серией. Потому что если ты уже как бы прокачанный там и устанавливаешь этот мод, то уже не так интересно будет. Так. Но нам нужно херачить вон куда. А значит, мы сейчас будем продолжать исследовать зону. Так, значит, мы находимся вот здесь, да, в убежище.
То есть дальше у нас есть примерно вот здесь следующая локация. Давай пойдем туда. Да, правильно. Да, конечно, это долго придется идти, но что делать? Там, короче, пушку можно получить вообще от души. Она лучше этой будет, лучше гауссовки. И ее можно будет чинить лазерными винтовками. А что за пушка, скоро увидите. Опа. Чё? В смысле? Ой, ладно. Ща, погоди. Блять, у меня все слоты, короче, сбились. Номер 2. Номер 1. Номер 3 поставим. Давай дробовик. Номер 3. Номер 4 гаусс. Номер 5. Не знаю. Номер 5. Да ничего, в принципе, не будем ставить, и так нормально. Давай только пожрем сначала. Грязная вода. Ой, это зря. Бля, медикс нахера съел. Вот, кстати, Фредди Боливер, если ты еще здесь. Сейчас как раз будет тот самый случай, когда мы туда дойдем, когда надо будет есть мясо Яогая вместе с этим, который урон увеличивает. Потому что там жопа. Нормально тут всякого насобирал. Так. Конечно. Ты что, проходил эту серию? Ща, погоди. Вот так. Ты что, дурак? Не убивай меня. Сам на меня нападает, потом говорит, не убивай меня. Дебил. Блять, мины. Успокойся, слышь. Это что такое тут? Напомни, какую серию? Сейчас. Серия модов в поисках рая называется. Да есть, заебали вы. Где ты, сука? Где эта блядина? А, вот ты где. Ну давай, давай. Да сколько вас тут? Еще и псина. Короче, серия модов в поисках рая называется. И там вообще от души. По длительности она чуть ли не больше основного сюжета, короче, третьего Fallout. Так, ну я так понимаю, я так и не... А, нет, я нашел локацию. А это значит, что нам пора идти на следующую. А следующая локация у нас находится вот здесь. Это нам идти вот сюда.
Ну, пошли. А. Ты шо, дурак? Успокойся. На. Ай, блядь. Не успел. Если не помнишь, то тем более пройди. Значит, не проходил, блядь, эти 5 минут. Ты на месте. А я нормально, я ему вшатал. Сейчас еще вшатаем. Бля, мансуем, мансуем. Он сдох? Нет. Он не сдох, но он тут со скорпиончиком воюет. Но он опаснее, чем скорпиончик, поэтому мы его сначала ушатаем. Вот так. Теперь можно и со скорпиончиками разобраться. Во, все. Был пацан? Нет пацана, хотя я не знаю, кто это даже был, пацан или не пацан. А тут у нас что-нибудь есть? Так, тут у нас есть дружественный сигнал. Блять, успел. Смотри, сколько тут мин. Давай немного опыта пофармим. Вот так вот. Вот так вот. Так. Бля. Так. 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 Еще где? Еще вот. Так. А, кстати, я думаю, что меня так быстро валят? А я ж походу это силовую-то не одел. Я в дебильном комбинезончике бегаю. Вот так надо сделать. Так, ну что? Ты кто такой? Мародер. Ага. Эй, привет. Слушай, так у тебя патроны должны быть. А ну, отремонтировать. Конечно. Ты ремонтируешь? Так, мне нужно отремонтировать. Знаешь что? Давай огнемет. Давай боевой дробовик. Потом подремонтируем что? Давай гранатомет подремонтируем. Потом. Ну, что тут еще есть? Толстяк. Давай толстяк подремонтируем. Крышки мы у него сейчас отобьем обратно. Че, и все? Больше ничего не надо ремонтировать? Ну ладно. Что на продажу? Так, ну патрончики мы забираем. А больше у тебя ничего и нету. А вот теперь самое интересное. Это нам все не нужно. Вот так, вот так. Не, боевой дробовик мы оставим.
Ща нормально, ща крышек еще заработаем. Бутылка из-под виски, из-под газировки. Виски. Грязный довоенный костюм. Речь +5. Оставим пока. Довоенная шляпа. Довоенные деньги. Жестяная банка. Вот импульсные гранаты нам понадобятся. Это оставим. Квантовая ядеркола. Китайская стелс-броня у меня еще есть. Ну да, точно. Это не надо продавать. Кожаная броня. О, комбинезон. Холодное оружие +2, речь +2. Ставим. Тогда можно продать вот этот вот. Где он там, довоенный костюм? Да, вот этот. Вот это продадим. Это не продадим. Лазерные винтовки пока не будем продавать. Пистолет тоже. Листодув. Не, ланчбоксы, по-моему, там можно будет что ли сдавать или что-то такое, не, или нет. Ладно, пока оставим. Вот это продаем. Вот это продаем. Вот это. Вот это. Нейрокостюм, не пойму, за что тут, блядь, такую цену дают. Никаких характеристик, ничего нету. Холодное оружие +2, легкое оружие +2, ловкость +1, выносливость +1. Охотничье ружье. Так, 1038, 1041, все. С тобой. И нормальную сохраночку тоже. Вот так вот. А что здесь у тебя есть? О, это можно забрать. Так. Ни хрена себе. Робот-шпион Анклава. Ты это что это тут с ним делала, а? Я вам не помешал, когда пришел? Вот это тоже я заберу. Ой, а это уже украсть. Военную книгу можно забрать. И все, да? Подожди. Квантовая ядеркола можно забрать. Но все от души. Эй, привет. Блять. Ёб твою мать. Мина где-то в дереве была. Чё за бред? Так. Куда я шел? Вот сюда мне надо, да? Да. Пойдем. Здесь можно залезть? Вроде да. Опа, супер мудак. На. 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 Да, я смотрю, ты крепкий парень. Ладно, я тебя понял. Заплатишь. Ты заплатишь. Другой раз. Так, кто здесь еще и где? Ага, все, вижу. На тебе. Ты куда побежал, слышь? На месте стой. Во. Вот так вот.
Развалили супер мудака. Слушай, они же здесь не просто так ходили, да, блять, опять свернулась, заебал. Опа, что-то взрывается. Тут что-то не так. О, супер мудак. 2 супер мудака. Так, этот пока не опасен, а вот этого надо придержать. Да что такое, эй? На. На тебе. Слушай, отвали отсюда. Так, -1. Ага, понятно. Ща вопрос решим, погоди. Спорим, ты быстрее отъедешь. Я же сказал, ты быстрее отъедешь, дебил. Чё ты мукаешь? Мясо вот. Отлично. Тут какая-то хата, я вижу. Я так понимаю, туда нам и надо. Да? Туда нам и надо. Вроде никого... О, это же походу Little Lamplight, слушай. Да, точно. Пусто. А вот здесь нормально. Вроде все. Но нам, в принципе, сюда не надо. Нам надо дальше. А куда именно дальше? Есть вот здесь еще локация. Кстати, еще и здесь есть локация. Вроде какое-то убежище по карте. Давай туда пойдем. Лучше, наверное, убежище разведать. Вроде правильно иду. О, там это, укрепление супер мудаков. Ща мы, короче, им расскажем. О, тут что-то есть. Ёп ты, блядь. Гигантский раскорпион. Ты можешь сюда залезть? Надеюсь, что нет. Блять, он может. В принципе, для таких, как ты, у меня есть... Все, отъехал. 4 железы. Так, стоп, а где тут укрепления были?
Ну да, нам сюда. Опа. Ни хрена тут. Что тут происходит? А здесь еще и изгои. А, ну изгои вроде друзья, так что... Этот враг. Протектрон. Потом... Вон еще супер мудак ходит. Я до туда не достреливаю. Здорово. На вашего брата у меня времени нет, кузен. Иди лучше донимай слюнтяев из прав. Базарить он не хочет. Они все не хотят базарить. Но это, в принципе, не такая уж и проблема. Так, где убежище? А что, чуть дальше? Вот в эту сторону. Кстати. На. Хорошо разлетелся. О, вот это уже более опасный пацан. Тупые людишки, да. Ща, погоди, тупые людишки тебя раздел. Чего? Не понял. У меня ж вроде здоровье было. Да, у меня было здоровье, что за бред? Радиация! Радиация! Блять, это радиация. Вот сука. Ну ладно, тогда сам подходи, что я могу сказать. Да ты подходи, подходи, не стесняйся. Ни хрена там радиация, блин. Лютая. Давай, подойди ближе. Я тебя залутать хочу, а я не могу туда зайти. Так. Блять, мимо. На тебе в чайник прям. Слушай, я же в принципе теперь подойти могу. Во. Бля, он отходит. Отходим, отходим. 4, 5, 6. Слушай. По-моему, это квестовое какое-то убежище вроде. Да, здесь локация находится, но как туда пролезть? По-моему, туда не пролезешь. 6, 7, уёпта. Все пошло расти. Нет, туда нельзя идти. Отъедем. Ладно, будем искать другую локацию. Вот здесь где-то есть локация какая-то. Вот где-то тут. Так что идем туда. А, тут еще супер мудак. Вы сами подходите, а то... Хотя... Не обязательно. Прикольно они разваливаются.
На, блядь. В лысый башка тебе. Все. Раз хабар. И два хабар. Так, ну куда нам надо? Надо нам куда? Ну, вот сюда куда-то. А, это вышка, наверное. Точно. Вроде никого. Опять кодировщик перегружен. Делаем перезапуск. Так, вот у нас тут очередные пацаны. На тебе. Куда-то он побежал в другую сторону. Так, где ты? Сейчас. А, вы сюда бежите? Ну вы дебилы. Бля, опять пропуск кадров. Да что ж такое? Минус один. Где второй? Отлично. Слышь, пока ты своей болевотиной тут шмаляешь, я уже отхожу нормально. Вот так. Я вот где. У меня еще больше половины пути, короче, надо пройти. А. Опять фризит, да? Сейчас попробуем кое-что выключить. А, я понял, все. Кто виноват? Я понял. Тупой Касперский, как обычно. Ему же обязательно нужно обновляться, когда я стримлю. Это ж по-любому. Пока что нет вроде. Ну, я уже просто понял, что если появляется... Ай, блядь, а надпись-то все равно осталась. И что делать? Ладно, надеюсь, сейчас пропадет. Короче, начнет стримить, сразу в чат пиши. Если начнет фризить, вернее. А, фризит. Вот я же сказал, вот тут я же говорил, что он так будет. Сейчас открою вышку и будем, короче, вопрос решать.
Так, кто жрет процессор? Не, ну это ОБС, это ОБС. Сейчас я его, короче, перезапущу, но слетит таймер. Короче, 5-7. Ну, сейчас вроде должно быть получше, я надеюсь. Опять же, там, если что, в чат, короче. Так, дальше, следующее... А нет, все равно, слушай. Я не знаю, что делать. Дальше надо идти вот сюда. Вот здесь очередная локация. А, в принципе, можно битрейт понизить. Ой, блядь, опять эти. Ой, еще и ты, ну конечно же. А, патроны кончились. Не, ну это надолго, это бан. Мы сейчас вот так сделаем. Во. Вопрос решен. А, я думаю, это вон то место, куда нам надо. Да? Думаю, да. Ой-ё. Блин, еще не хватало туда свалиться. Да что такое? Вот. Во. А, это как раз это. Из мода локация. О, я ухер. Здорово, братан, ты чё тут? Ща, погоди. У меня ж патроны закончились, значит, надо что-то другое взять. Например... Кстати, починить тоже надо. Вот так. И вот у нас есть, в принципе, пистолет-пулемет. Эй, я ухер. На месте. И, кстати, это не та локация, которая... Нет, это та локация. На самом деле та. Хотя нет, не та. Бля, я уже запутался. Теперь есть локация вот здесь вот. Я гей, да. Здорово! Братан, ты неуклюжий очень, понимаешь? Ты понимаешь? Если у тебя есть что сказать, говори. Ой, у тебя башка отлетела, тебе нормально? Так, короче, куда? Короче, сюда. Фредди Больвер, ты только в Fallout играешь? Или в Stalker играешь тоже? Оба, оба, оба. Муравьи. Муравьи. Блять.
Опять. Опять кодировщик. Ты чё? Эй, стой, 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 слышь. Ёпта. Вот так. На. Тоже башка разлетелась. Еще один. В принципе, можно уже добить бичом. Вот так. Сталкер не играл, а чё так? Это ж тот же Fallout, только можно сказать русский. Подожди, я что-то нашел. Слушай, вот эта локация у меня отличалась. Это локация из мода. Все, я понял. Какой-то Шейлбридж. А чё ты еще играешь? Только Fallout, что ли, получается? Так, ну чё? Мне кажется, ли там кто-то ходит? Да вроде нет. Играю в одну игру 3 года, не буду говорить название, а то как реклама. Какая реклама, блин, ты о чё? Эй, блин, ты чё, слышишь? Ты чё? Ты адекватный? Ты чё сзади подходишь? Точно я гей? Короче, нормально все, можешь говорить название. Вот здесь, да, локация? Да, заброшенная стоянка. А еще здесь должны быть ништяки. Да, вот патрончики есть. Можно... Чего? Какие враги? Ладно, сейчас посмотрим. А, красаут. Ничего не имею против красаута, в принципе. Хотя сам не играл. Может, попробуем как-нибудь? О! Болотники. Здорово, пацаны. Чё, как жизнь? Нормально? А, ему вообще нормально. А нет, он ушел. Он ушел. Ты чё ушел? Вернись. Он под мостом стоит. А не, вот он. И он под мостом стоит. Ну да, ну да. Ладно. Пойдем так. Люблю я эту эстакаду. Отсюда хорошо отстреливать, короче, всяких. Так, ну чё тут? Вот еще один. Ой, блядь, серьезно, вот так вот промазать, да? Эх, понятно. Ну все, теперь его не достать. Пацаны, вы еще есть здесь? Уделишь мне несколько минут? Да пошел. В детстве, когда я рос в небольшом городишке в Кентукки... В каком городишке ты рос? Ты, блядь, компьютер. Старый пес Хани. Вот, нам нужно в одну из тех вышек. Чё, подожди.
Да нет, вроде врагов нету, а что-то музыка такая играет. Не, подожди, осторожно написано. Это кто тут? А, вон, смотри, тут болотники есть. Бля, взял, промазал просто. Не, ну серьезно, как это работает? Ниже, что ли, целится? Походу, да. А он меня не палит, он далеко. Чё? Ты шо, дебил? Стоит просто и ничего не делает. Здорово. Ой, ну, не, ну серьезно, вот что тебе надо? А? Ну иди вон, это, не знаю, чем ты там занимаешься, теребонькаешь, или может еще что-нибудь. Так мне придется тебя завалить. Ты ж понимаешь. Слушай, без обид. Сам сюда пришел. Так, а тут еще один враг. Давай запрыгивай. Главное, вниз не сигай. Так, а где этот? Вон он стоит. Блядь, как это работает? На. Была бы у меня сейчас та пушка, о которой я говорил, было бы круто. Непонятно, то ли я по нему попадаю, то ли не попадаю. Но сейчас точно не попал. О, вот сейчас 100% попал. На. Да сколько ты там еще будешь, блин? Какой-то бессмертный. А, все. На мана. Еще кто-то должен быть, по идее. Но я никого не вижу. То ли под мостом, то ли не под мостом. Ой, бля. О, Яохер. А там еще кто-то есть, кроме него. Или уже нет? Ебать, их два. О. Ему нормально, он, короче, даже ухом не повел. Ну, прилетело и прилетело. Стандартная ситуация, в принципе. Нормально. А, не-не-не-не-не, мне вниз не надо. Слышь, иди сам вниз. Серьезно, чё вам дома не сидится, а? Опа. Пацан. Пацан чего-то заметил. Да что это такое?
О. Да сколько вас здесь? Блин, теперь этот дебил приперся. Ты в курсе, что ты сейчас вниз упадешь? Ну да. Ему нормально. Нравится мне, как гауссовка их, короче. Да, блять. На. На. В смысле, он уже не живой, что ли? Не, вроде живой, слушай. Или не живой? Блин, я не пойму. Не, ну вроде он двигается. А вот все, теперь не живой. Теперь точно все. Но мы уже близко. Мы уже близко. Нам вот в ту вторую башню, я думаю. Но мы сейчас обе зачистим. Кстати, по-хорошему надо бы мясо яухеров забрать, но тут высоко прыгать. Так что я не знаю. Как бы тут слезть. Тем более там, по-моему, еще кто-то в них стрелял, и это тоже хабар. Что, тут есть кто? Блин, не вижу. Кто стрелял? Откуда стрелял? Нет, высоко. Кстати, вот здесь должен быть анклав. Вроде как. Но это не точно. А вот здесь уже можно слезть даже. Сейчас мы откроем, короче, обе башни. Вот она первая. Это, по-моему, квестовая, да, башня? И вот это вторая. Здесь начинается сюжет мода. И туда мы сейчас и направимся. Вот. Ага, понятно. Серьезно? То есть даже так, да? Ну ладно. Не понял, где я. Ёб твою мать, я не сохранялся. Что? Что это такое? Есть. А вот здесь будет яухер, да? Кстати, здесь это... Под вот этой вот крышкой должна быть это... Торговец. Во. Да? Во. Эй, привет! На продажу что есть? Вот, патрончики нам нужны. Гранатометный выстрел давай возьмем. И все. А, стимулятор еще пригодится, да. Так, а теперь самое интересное.
Китайский автомат продавать не будем. Кувалду продадим. Лазерные винтовки нам скоро пригодятся. Кстати, обрез-то, наверное, можно уже скипнуть. Охотничье ружье. Подожди. А, вот это не надо продавать. 13.34. Пачка сигарет. Петарды можно продать. Пижаму оставим. $166. Так, мина. Мина. Можно продать одну. Одну, я сказал. Вот так. Спасибо. Да, понятно. заперто. И да, я вижу, как ты на это поглядываешь. Ой, да успокойся ты. Что ты там видишь? Сейчас Васян вылезет. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Вот так вот. Яо гей. Использовать ключ. Так, сохранить. Ну что, начинаем первую часть мода. Так, здесь у нас должны быть рейдеры. Патронов нет. Есть патроны вот на это. Давай поставим сюда. А! Я понял. Не-не-не. Вот для этого мы брали перк. Сейчас он нам здесь очень поможет. -1. Ах ты! Да ты заебал. Тут еще турели должны быть. Все. Был пацан, нет пацана. А вот здесь должны быть турели. Да. Вон она, вон она, вон она. Простреливает. Все, вроде враги закончились. И здесь нам нужно найти, короче, вход. То есть его открыть надо. На самом деле нам надо ключ искать. Вот пацаны, короче, здесь. Печальная тут история. И сейчас мы ее приоткроем. Что же здесь произошло? Нам поможет вот этот комп. Вот. Значит, первая запись. Нас мобилизовали прошлым вечером. Протоколы безопасности
вернее, боевая готовность не была наивысшей по своему официальному уровню, но мы поняли, что находимся под атакой китайцев. Боже мой. Неужели это атомная война? Я так напугана. Особенно в этой, как это назвать, не знаю, фактории. Так, вторая запись. Этого не могло случиться. Мы даже не знаем, китайцы это или кто-то другой. Боже мой. Похоже, мы будем следующими. Боже мой, еще бомбы. Всем пока. Я посоветовала совету какого-то НЦО и активировала карантинный режим на случай радиации. Мы лучше знаем, что это не особо поможет, но большинство наших выживших это не помогает. Также мы знаем, что ну тут такое. Не так уж много людей умерло. Вот так они выглядели, когда уходили. Они думали, что просто потеряют немного волос, может быть, зубов. И это было хуже, чем все остальное. Короче, их радиация. Они облучились и стали умирать. Четвертая запись. Мы глубоко под... Не знаю, как это перевести, это название. Большинство из них не знают, что реально происходит. Но я надеюсь на лучшее. Вход был завален, и только человек с ключом из центра управления внизу попал в ловушку внутри. И находится наверху, в комнате доступа. Проклятие. Протоколы безопасности заблокировали дверь. Мы можем использовать этот ключ и выйти на контакт с центром управления. Мы должны быть уверены, что радиация нас больше не потревожит. Блин, что там было еще? Я не техник, но, может быть, мы найдем где-нибудь здесь какой-нибудь контроль перегрузок. Но где? Ага, понятно. То есть вот нам надо искать сейчас эту систему. Пятая запись. В эти дни я чувствую себя медсестрой. У нас нет медикаментов. Люди были облучены. И нет надежды, что это пройдет. Мы должны что-нибудь сделать. Мы должны сделать что-нибудь еще, чтобы наши пациенты чувствовали себя лучше. До самого конца. Когда болеутоляющие и виски закончились,
Все, что нам остается, это молиться. Я уже ношу косынку. Я не хочу, чтобы они видели, сколько волос я потеряла. Я думаю, это выглядит только... Я думаю, это хороший момент, чтобы попрощаться. Я все еще надеюсь, но я не могу уйти и оставить какую-нибудь надежду. Просто знайте, что я сделала все, что могла. Я пыталась, и я только хочу, чтобы я могла спокойно уйти. Я хотела бы помочь всем другим перед тем, как мы встретим свой конец. Боже, так холодно. Прощайте. Вот так вот, друзья. Все это вот так начиналось. А вот это вот получается весь персонал. Вот так. Значит, что нам нужно? Тут вот еще есть система контроля турелей, но нам похер на нее, потому что, блять, мы своими методами пользуемся. Ни хрена себе сразу открылось. Ну да. О, у нас верстак тут есть. Эй, ничего не надо мне. Вот он, короче, выключатель. Система защиты от перегрузок. И дверь наверху открылась. Там мы и найдем ключ, чтобы попасть внутрь центра управления. Так, о, пацанчик, короче, которого здесь завалило. Только я не пойму, откуда оно упало. Потолок целый, странно. Вот. Ключ от центра управления и всякая херь. В принципе, тут можно уже вот так вот чисто идти, вот и все. Вот все нам сюда. Вот. Здесь опять враги. И это роботы. Вот здесь они. Сейчас сюда зайдем. Тут у нас что есть? У нас есть шкаф. Еще вот этот шкаф есть. А здесь ничего нету. Вот тут у нас запись есть. Помогите мне написано. Давайте посмотрим, что тут у нас написано. Доктор Картер отправил меня сюда, чтобы проверить, что случилось в спутниковом центре. Но я попала в ловушку. Боже мой, это все защитные боты. Или роботы, кому как удобнее. Я сильно ранена. Я останусь внутри и буду ждать, пока кто-нибудь из службы безопасности мне поможет. Это лучший выбор, что я могу сделать. Я надеюсь. Анджела. Короче, из-за начала войны здесь системы безопасности перестали корректно... Опа. Я далеко не так страшен, как выгляжу. Ну да, ну да. Ща, подожди. На. На. А я думаю, мы можем подружиться. Обязательно.
Ах ты хер. Хотел бы я, чтобы все можно было решить как-нибудь иначе. Да можно. Я тебе предлагаю, ты отключайся, я тебя не трогаю. Нет? Ну тогда давай, до свидания. Вот, все, отъехал. Консервная банка. Я не буду по тебе скучать, прикинь. Так, тут у нас еще роботы. Так, что тут? Тут у нас целое нихуя. Понятно. Вот у нас есть... Можно сюда пойти, но на самом деле нам нужно не сюда. А на самом деле нам нужно пройти вот сюда вот. Так. Это у нас вход, короче, в диспетчерскую. Так, тут есть. Так. О! Предмет удален. Еще предмет удален. О! Еще удален. Так, тут у нас получается две сразу. Пользование вновь разрешено. Все, нету больше. Вроде все. Так, ну чё? Попробуем что-нибудь типа этого. Ты как? Нормально. Но дверь мы вскрывать не будем. Мы будем вот так делать. Бля. Отлично. Здесь у нас типа центр управления на самом деле. Ща, погоди. А, не. А, хотя можно вот так. Конечно, можно их отключить, но я не хочу. Я хочу их всех завалить. Пожалуйста, проходите, говорит дебил. Ой-ё. Да я как бы не прячусь особо. Хватит сворачиваться, слышь? Не понял. Бля, что произошло с игрой? Ой, переключилась не туда, куда надо. Так, один остался. Вот так. И еще турели. Сейчас мы еще... Турели. Бля. С турелями все намного печальнее. Но не особо сильно. Ёпта. Так, -1. На. Ну все. Там только кто-то остался, но это уже не важно. Нам нужно вот это активировать. И нам нужно взломать вот этот вот терминальчик. 3 из 9, 4 из 9. Так, раз. Два. 3. 4. Так, вот еще одна. А здесь нету? Ничего не появилось? Нет. Ладно. О,
Есть. Тут у нас еще второй терминал есть. Это от второй турели. 1 из 9. 1 из 9. Сейчас будем хуцкером работать. Мамкин хакер, короче. Вот так, вот так. Вот так. Подожди, тут еще одна. Вот так. Вот так. Так, 4 из 9. Вот так. Усё. О, это, короче, наверное, офицер безопасности и рапорт безопасности 27.03.2077. Сейчас посмотрим, что там у нас говорится в этом рапорте. Так, подожди, сейчас еще до тебя доберемся тоже. Так, это ночной кошмар. Шеф безопасности не получает ответа из сектора операций. Судя по тому, что я вижу на камерах, сектор операции был завален, и большинство систем тоже. Боже мой. Я пытался открыть двери, но система перегружена и... нет, но система отклоняет мои команды снова и снова. Я буду пытаться перезагрузить системы так долго, сколько я смогу. Проклятие. Что случилось с турелями? И все. И все. Мои электронные сенсоры очень чувствительны. Я владею теперь гораздо лучше вас. Я рад за тебя. У меня просто более совершенный мозг. Сейчас я тебе твой совершенный мозг, короче, размажу по стенам. Что ты думаешь, ты сюда пробьешь, что ли? Но если только случайно. Надеюсь, когда все закончится. Все, уже закончилось, успокойся. Бля, я слезть отсюда не могу. Блять, сука, я застрял. Да что за бред? Как я застрял здесь? Бля, что делать? Охренеть. Сука, со стола не могу вылезти. Вот это пиздец. Не, ну ты серьезно, а? Дай мне слезть, дебилина. Я походу понял, в какую ловушку вот этот попал. Он тоже на столе застрял. Не зря же его труп здесь лежит, бля. Так, ну все, зато здесь все скрыто уже. А этого мы, в принципе, и так можем завалить. На. Что предпочитаете? Псионный луч или лазер? Сейчас я тебе расскажу, что я предпочитаю. Да хорош. Да, ты серьезно? На. Он что, еще не отъехал? Хотел бы я, чтобы все можно было решить как-нибудь иначе. Да успокойся, нельзя все решить иначе. Чтобы все можно было решить. На. Блять, он под пол провалился, что за бред? О, точно. Чата же нету.
Фредди Боливер, что видит продавщица ларька? А что видит? Не понял. Я на 20 минут отойду. Ну давай. Это, наверное, уже поздновато. Flor de vida detección metálica. Saludos desde Uruguay. Saludos, amigo. ¿Cuál programa usas para grabar la pantalla? Se llama OBS Studio. Puedes ver en internet si estás aquí y escuchas que te dijo. Так, Протектрон, ну чё, пацаны, давайте мне свои запчасти. Вон, смотрите, тут еще трупы, короче, кто-то выбраться пытался. Но у них, судя по всему, не получилось. Ай, подожди. Робомозг, где Робомозг? Он же под пол провалился. Херь какая-то. Так, тут у нас что, реактор, клиника. А, вот Робомозг. Ну, давай посмотрим, что в клинике происходит. Заперто простой. Так, ну это мы сейчас вскроем без проблем. Опа. Пацан. Не зря говорят, что нельзя много за компьютером сидеть. Или это не пацан? Ну ладно, сейчас, короче. Сейчас прочитаем, что там в компе. А, вот мне что-то, короче, выдали. Какой-то этот. Бля, тут всякого разного много. Сначала, короче... О, подожди. Что так... Вот, что такое рай? Что такое рай? Короче, это начало самое сюжета. Вы нашли что-то под названием Проект Рай. Может быть, мы сможем узнать об этом больше в будущем. Фрагмент 1 из 3. Так, комната медсестры. Давай посмотрим, что тут есть. А тут у нас есть опять трупы. Кстати, вы это, не обижайтесь, я тут посплю немного. О, нормально. Шкафчик с Саманты Картер. Это она, наверное, за компом сидит. Пароль. Нам дали пароль. Тут ничего. Короче, те пацаны и не пацаны наверху думали, что им снизу помогут. Снизу думали, что им сверху помогут, а в результате все отъехали. Ну, бывает, что. Так. Это мы все забираем. Ну все, давай, короче, посмотрим, что нам там дали. Так. Заметки о раю. Гриф совершенно секретно. Не, ну нормально, да? То есть просто вот в столе, короче, у медсестры, значит, лежат документы с грифом совершенно секретно. Ну да, ничего необычного. От полковника Питера О'Нила Центру управления о проекте Рай. Только для офицеров. Гриф совершенно секретно. В эти сложные времена это честь для нас представить самый важный проект в нашей стране. Проект Рай. Проект Рай это состоит из 3 основных элементов. Управление, как этот центр, который является центральным командованием для остальных центров управления. Потом Staging Areas, блин, я не уверен, как это точно переводится. Насколько я понимаю, это что-то вроде отделов, то есть
Каждая зона занимается своим делом. Засекречено. И рай засекречено. Для всех новых офицеров это центр управления, который имеет задачу в управлении, обработке и распределении данных от всех станций, разбросанных по стране, относящихся к проекту Рай. Мы — это часть огромной структуры, представленной нашей научной национальной элитой. Политики, ученые, техники, артисты. Я ожидаю, что все офицеры под моим командованием приблизят запуск проекта Рай. Понятно. Короче, стандартная ситуация. Вы типа очень важны. Главное, короче, работайте. Поехали дальше. Что тут у нас? Понятно. А, ну да, тут же эти еще остались. О. Ой, бля. А уровень мне за что дали? Странно это все. Так, ну ладно, что будем качать? Будем качать. Холодное оружие будем качать. Будем качать. Ну не знаю, что можно прокачать. Бартер, взлом. Вот, медицину можно прокачать. Можно прокачать легкое оружие. Знаю, там на 5 очков. Можно прокачать... А, кстати, вот. Нам же нужно это... энергооружие. Вот. На все вкачиваем энергооружие. И что появилось? Так, тут что-то есть. Сопротивляемость приз. Способность приз позволяет вам выбрать 4-й призовой навык, что сразу поднимет его на 15 очков. Вот это интересно. Киборг. Законник. Точность. Таинственный незнакомец. Ну что тут есть? Давай тогда возьмем приз и прокачаем энергооружие. Вот так вот. Все, сохраняемся. Блять, опять я не вскрыл. Так, терминал. Значит, открыть замок. Потом сюда идем. И вот тут у нас есть ключ к этой, как называется-то? Админская. Что-то такое. Взять все. Неработающий терминал. Кстати, вот медицинский терминал. Давайте почитаем, что тут есть. Это, наверное, записи вот этого вот скелетика. Понятно. Самое начало. Мне так скучно. Здесь ничего не происходит на этой базе. Я Саманта Картер. Офицер-медик, и мне так скучно. Я даже не знаю, почему пишу это, но я думаю,
что это самый важный проект за последние годы. Представлять нашу нацию и защищать наш образ жизни в раю. Нет пациентов, нет угроз, нет ничего. Только немного головной боли иногда. А вот здесь уже начинается интересное, да? Я не знаю, что происходит. Но началось какое-то сумасшествие. НСО, не знаю, кто это НСО, короче, сказал нам оставаться... Нет, быть готовым к чему-то, потому что у нас желтая боевая тревога. Боже мой, это значит ядерную угрозу ядерной атаки. Я управляю... я управляла. Нет, я направляла инспектора по безопасности на его пути в прошлом и спросила его об этом. Он сказал, что красная боевая готовность очень близко, мой дорогой доктор. Держи ключ от систем и держи его при себе все время. Ладно, я буду держать ключ в нашем столе, в нашем настенном сейфе. И ключ, пароль находится в моем шкафчике, в комнате медсестер. Я должна дозвониться до отдела операций и позвонить Роберту. Может быть, они знают больше о Nexus 5. Я хочу, чтобы Роберт был здесь. Номер 3. Боже мой, это случилось. Все вокруг нас трясется. Возможно, это было близкое попадание. Боже мой. Прощайте. Это снова началось. Я никогда не могла представить, что ядерная война может быть реальностью. Я читаю мою первую запись и не понимаю ее. Вокруг меня находится куча раненых, и они все еще пребывают. Мы пытаемся как-то управлять этим и стабилизировать хоть кого-то из приходящих. Но все горит, и мы теряем их. Они без глаз, без волос. Боже мой. Я напишу Анжеле, чтобы узнать, что происходит наверху, в центре, спутниковом центре. Может быть, они нуждаются в нашей помощи. Ну, как бы да, они нуждались, только все уже. Это просто катастрофа. Центр операций был завален. Протоколы безопасности заблокировали все двери. Люди умирают на моих руках. Несмотря на все мои усилия. Облучение радиации — это основная проблема сейчас. И я почти исчерпала все запасы антирадина и медик. Я пыталась связаться с системами, но они не отвечают. Возможно, интерком был поврежден. Что за сюрприз?
Боевые роботы снаружи стреляют, если кто-то пытается выйти. Надеюсь, это был не один из наших. Худшая часть это то, что мы заперты здесь. И мы бежим на склад, непонятно. Но худшее во всем этом то, что мы не знаем, что происходит, не имеем никаких новостей. Я осталась одна здесь. С моими пострадавшими и персоналом. Я начинаю бояться этой ситуации, если никто не придет нам на помощь. Да, печально, но никто не придет. Так, это какая была запись? Это я видел уже. Номер 6, да? Подожди, номер 6. Все, конец. В клинике все погибли. Я пыталась выйти, но проклятый робот все еще там. Я чувствую себя так плохо. Я уже почти не могу контролировать мои руки. Боже, Роберт, я надеюсь, ты в порядке. Боже мой. Очень больно. Я попытаюсь что-нибудь принять. Может быть, я смогу унять боль. Прощай, мой Роберт, моя жизнь. Данные повреждены. Да. Печально. Печально. Надо, короче, дальше уже идти. Так, это что у нас? Туда пока нельзя. Использовать ключ. Все, задание выполнено. Попасть внутрь систем. Так, тут, ну да, тут жопа, согласен. Выяснить, что случилось в отделе. Так, ну-ка, момент. Так, ну тут у нас какой-то стол есть и переключатели какие-то. Какая-то заметка. Сейчас посмотрим. Неработающий терминал. Что за заметка? Дверные переключатели. Так. В процессе текущих действий с дверными переключателями. Напоминаю всему персоналу, что двери с нижнего уровня закрыты кодовыми замками. Нет, имеют цветовые коды. Так, значит, нижний уровень с
экстренным выходом синий. Блять. Главный компьютер красный. Склад зеленый. Служебные помещения оранжевый. В соответствии с уровнем доступа переключатели имеют аналогичную цветовую маркировку. В будущем я надеюсь уделить больше внимания к дверным переключателям. Понятно. Правда, непонятно, что это нам дает. Но вот у нас тут еще что-то есть. Так, доступ в главную комнату. Это у нас пароль, да? На следующей неделе это будет катастрофичный. Ну, блять, уже да. Грёбаная безопасность. Так, что тут? Джимми Сандерс. Почему они меняют грёбаные пароли к центральному помещению каждую неделю? После всего этого мы... Чё это, блин? Ладно, неважно. Короче, тут ничего интересного. Неработающий терминал, стол, блок сигарет, херня всякая, короче. Тут-то что? А тут у нас переход вниз. Еще есть переход сюда. Так, это у нас столовая. Тут все завалено и ни хрена нет. А вот что здесь? А здесь у нас доступ к главному компьютеру. Открыть замок. Так, нам сюда надо? Да, походу на то. Блок сигарет. Что-то еще тут. Так, это что? Нужен ключ, нужен ключ. Как оно еще все работает после 200 лет? О, опять дверные переключатели. Что тут еще такого? А, это то же самое. Нужен ключ тоже. Еще дверные переключатели. Холодильник. И за 200 лет ничего не испортилось, да? Ну да, ну да. Опять дверные переключатели. Так, Джонатан Крейг. Что тут пишет? Первая запись. Проклятие! Что за скучное место этот отдел? В отделе операций и то было веселее. Мы просто прогоняем тест за тестом на нашем оборудовании. Калибруем сенсоры и прочие виды скучной хрени. Когда я был первым выбран для центра управления, я верил, что я выбил джекпот. Проклятие. Это моя скучнейшая часть проекта Рай. Ха. Вторая запись. Боже мой, мы были атакованы. Бункер дрожит, как лист. Третья запись. Мое имя было Джонатан Крейг. Я умру здесь. Все вокруг меня... Все вокруг меня завалено. Здесь протечка газа. И выходная дверь заблокирована. Большинство моих приятелей уже мертвы или умирают.
У меня сломана нога и что-то не так с моей головой. Клиника не отвечает по интеркому. Почти все наши офицеры уже мертвы. Исключая Маккормика. Маккормик пытался как-то управлять ситуацией, но это невозможно. Боже мой, я чувствую себя так плохо. Ну все. Подожди, там еще одна запись была. Вот Джонатан. Я чувствую себя так плохо. Мое сердце бьет как барабан. Прощай, моя душа, мама. Ну, понятно. Ну, не так цепляет, как, конечно, заметки из клиники. Там как-то, да, поживее это все было описано. Реально как-то даже зацепило. А тут такое себе. Так, что-то еще есть. Верхний уровень. О, а тут что? Заперто очень простой. И что тут есть? Так. Пароль к бункеру с блядь, главным компьютером. Ясно. Что тут есть? Ни хрена. Джон Маккормик. А, этот, который второй выживший, да? Я удалил все прочие записи. Они бесполезны в этой ситуации. Мой дорогой друг и товарищ Артур уже умер. Убит, когда пытался починить трубу. Убит прямо на моих глазах. На него обвалилась стена. Кантелли, один из окружавших меня офицеров, один из офицеров, окружавших холл, умер в то же время. Почти все умерли или умирают. Несмотря на все мои усилия сделать хоть что-нибудь, я пытался запустить главный компьютер, используя ключ админа, но что-то внутри той комнаты. Я никогда не был так напуган и... Блин, это в принципе одно и то же. Я никогда не был так напуган, когда находился в той комнате. Какие-то вещи, не люди, какие-то очень странные существа, которых я когда-либо видел. Я буду искать воспоминания о моем бедном погибшем товарище Кантелли. Из того, что я вспомнил, у него был второй ключ от админской. Я заблокирую пароль главному компьютеру в моем столе. Закрою. Боже мой, эти существа. Я пойду в админскую, чтобы найти там способ связаться хоть с кем-нибудь. Если еще кто-нибудь жив снаружи. Я буду пытаться сделать это сейчас. Понятно. Что тут? Понятно. Завалило пацана. Тут что? Админ. А тут что? Тут нужен ключ. И тут нужен ключ.
А что тут еще есть? Вообще тут еще что-то должно быть. Да, вот здесь вот что. О, можно сюда пройти. Скрывай. Так. О, какой-то переключатель. Так, тут что? Маккормик Артур. Будь осторожен внизу. Запертый стол. Что-то там есть внутри. Опа, я врагов вижу. Так, второй фрагмент. Что такое рай? Больше информации о проекте рай. Может быть, вышестоящие офицеры имели более детальную информацию? Может быть. Артур, первая запись. Это мой первый день в этом невероятном центре. Джон Маккормик и я были выбраны сюда прямо из военной академии. Что сказать? Это великолепная возможность и честь работать в самой важной и секретной программе в нашей стране. У меня нет большого опыта, но я думаю, что проект Рай это реально большой проект. Он будет worth the time here. Я не уверен, как это перевести. Понятно. Я не могу потерять свою карьеру, уничтожить это. В этом я уверен. Вторая запись. Сегодня день рождения майора Моргана. Все офицеры были приглашены в столовую на небольшую вечеринку. Что ж, все, исключая Джона и меня, потому что мы самые молодые офицеры здесь. Морган сказал: джентльмены, я приглашаю вас на небольшую вечеринку. Это сложные времена, и мы не можем отказываться от нормальных вещей. Наши новые офицеры здесь будут командовать в следующие полчаса, и я надеюсь, это не будет слишком большим грузом ответственности для них. Что ж, Джон Маккормик и я начинаем наше правление. Только на полчаса. Круто. Так, третий. Боже мой, они все погибли. Когда началась тревога, когда послышались звуки тревоги и все вокруг меня начало трястись и рушиться, эти огни, как-то лучше сказать, наверное, свет выключился, equipment has stopped, был остановлен, люди вокруг меня плачут, и потом тишина, невозможная тишина. Бедный Кантелли, он погиб прямо когда когда рухнула стена офиса. Это просто чудо, что я выжил. Что я должен делать сейчас? Может быть, я попытаюсь найти Джона. Четвертая запись. Ситуация реально криповая. Не будет лишним сказать, что она катастрофичная. Мы
нашли что-то типа аптечек первой помощи здесь в складском помещении, но они очень... Не знаю, как это переводится. Странные. Я делаю все, что я могу, чтобы помочь тем людям, которые остались живы. Но без квалифицированной медицинской помощи из клиники мы не можем... У нас нет надежды. Мы отрезаны от остальных отделов, двери заблокированы, и двери блокируются и разблокируются в случайном порядке. У нас утечка газа из поврежденных труб и проклятие. Я должен попытаться починить трубу в конце холла сначала. Или люди умрут еще быстрее. Джон, мы должны сделать что-нибудь с этими трубами. Быстрая запись. Джон, я должен торопиться починить эту гребаную трубу, но я прочитал твое сообщение. Пароль от склада в моем столе. В конце холла. Увидимся позже, приятель. Да нет, не увидитесь. Короче. Уроч. О, шкафчик. Еще какой-то пароль. Хорошо. Нужен ключ, нужен ключ. Так, ну теперь нам куда надо? Вообще-то нам надо сюда. Во! Открылось. Короче, вот сюда нам нужно. Здесь как раз находится тот самый ствол, который нужен. Обнаружен противник. Бля. Бля. Это было внезапно. Да пошел ты. Успокойся. Пал, отжался. Да, цель определена. Заперто очень сложный. Эта дверь открывается не отсюда. Заперт... Да, блять. Откуда? И эта дверь открывается не отсюда. Что ж такое? Придется, короче, искать, где она открывается. Так, ну нам дали от чего-то пароль. Так что надо искать, от чего он. Может быть, отсюда? Нет, нужен ключ. Здесь тоже нужен ключ. Тогда куда? Куда дальше? Сюда, может быть? Вот. Да, вот, сюда. Замок открыть. Открываем. Ага, вот оно как. Все так просто. Странно, странно. Ну, теперь, наверное, двери открылись, да? Я так понимаю, что да. Нет? Блять! Ёпта! Я надеюсь, он не может наверх выбраться. Блять, ни хрена себе у него там лазерка. Опасно. Слушай, может у меня гранаты есть? Так, гранаты. Гранаты. Ух ты, 31 штука, нормально. Давай. На.
На. Где этот робот? Робот. Ой, бля. Ща, погоди. Решим вопрос. Где он? Ой, блядь! Ай, бля. Какого хера? Ага. Ёп, ты серьезно? Ну шо? Он должен быть где-то там. Да, он там. А гранат-то мало осталось. Есть. Он взорвался, все нормально. Так, у нас тут radiation. А еще что у нас тут? А еще у нас тут что-то есть. В смысле? То есть мне вот открыли вот это просто для того, чтобы вот этот робот... А, стоп. А нет, нужен ключ. А вот здесь можно зайти. Так, что-то тут. По-моему, здесь ствол лежит. Ядер кола. Должен быть он здесь, по идее. Или нет? Ключ к хранилищу. Вот, может, в хранилище, кстати. Реймонд Дрейфас. Эксперимент. Иногда у нас много свободного времени здесь. И мой ассистент Дауэлл и я модифицировали лазерную винтовку. Просто для того, чтобы сделать хоть что-нибудь. Но как это бывает... Как это обычно бывает, произошло что-то интересное. Мы заменили оригинальные катушки модифицированными катушками Теслы, и это было каким-то... Это получилось чем-то вроде пушки Теслы. Чем-то вроде пушки Теслы. Я думаю, это будет очень полезным для электрической и электронной промышленности. Не знаю. Нужно еще немного времени. Нужно немного времени, чтобы катушки Теслы зарядились, но они... Что ж, это работает как автоматическое оружие, но на энергии боеприпасов. Будет забавно затестить эту пушку на охранном боте. Ну, я уже его завалил. После этого мы запрем ее
в складской комнате. Все, сейчас мы получим пушку. Пушечку сейчас получим. Все забираем. Здесь тоже трупы чьи-то. Ящик с оружием. Вот она пушечка. Если кто-то еще здесь есть, то вот она, короче, это пушечка. И это охренительная пушечка. На самом деле. EMP Rifle. Использует микроядерные батареи. Давай ее поставим. Не знаю, куда ее можно поставить. Винтовка Гаусса. Давай в номер 3 ее поставим. Эта пушка вообще четкая. Ладно, я так понимаю, короче, никого нету здесь. Тогда будем заканчивать. Куда, кстати, дальше надо? Сюда не пройти, а вот сюда можно. Так. Заходим сюда. И здесь у нас вон что. Просто, сука, кнопка. Дайте угадаю. Она открывает вторую дверь с роботом. Вот неожиданность. Ща пушечку затестим. Понятно. Никто этого не видел, но вот этого типа, короче, вынесло просто сразу. Это просто от души пушка. А вот это... Хабар какой-то. Что тут у нас? Система контроля турелей. Ну, давай попробуем. Взламывать опять надо. Предмет удален. Вот так, вот так. Вот так. О. Слушай, ну я не знаю. 5 из 10, 6 из 10, 4 из 10, 1 из 10. О, нормально. Но нам на самом деле не нужно их отключать. Нам нужно их уничтожить. Так, вон у нас там мистер Храбрец летает. Ай, блядь, опять свернулся. Так, тут у нас турели. Вот здесь она, турель. Пушка просто имбовая.
Так, здесь у нас чё? Здесь у нас главный компьютер. Статус. Нихера. Доступ к убежищу. Так. Понятно. Ограничить доступ, все дела. Вот у нас открыть замок. Ой, блядь! Фу, без этой пушки меня б тут разнесли нахер. Светящиеся гули. Он еще один. По-моему, там тоже гули будут. Так, тут у нас что? Тут у нас есть терминал и есть сейф. Сейчас попробуем вскрыть. Так. Так. Вот так. Вот так. Да что такое? Так, это тоже использовано. Вот так. По-моему, тут осталось только одно слово. Да. Замок открывай. Что тут есть? Патроны. О, ключ. Ключ к админской. Давай. Это нам надо. Экстренный выход. Открыть замок. Так, как я понимаю, здесь будут сейчас эти. Да. О! Отъехали. Ой. В смысле, тебе нормально? Дикий гусь-бродяга, ему вообще похер. Стоит, просто смотрит. Ну ладно. А тут еще какой-то терминал. А, точно, это, наверное, это от самого выхода. Терминальчик. Ну, давай, вскрывай уже. Вот так. Вот так. Блядь, что-то тут не очень как-то их много. Что-то я использовал. А вот что? Попробуем вот эту. От 1 из 8. 2 из 8. 1 из 8. Один из 8, 1 из 8, 1 из 8. О, отлично.
Открыть замок. Аварийный выход. Это туда, куда нам надо будет потом по сюжету. И находится этот аварийный выход. Стоп. Погодите-ка. А он еще не открылся. Ну ладно. Ладно, давай, короче, админскую вскроем уже. Закончим с этим центром управления. И на этом закончим. Я так понимаю, тут никого нету. Так что смысла пока нет продолжать. Использовать ключ. Так, админская. И чего тут у нас есть? А у нас тут есть много чего. Есть шкафы. Есть еще шкафы. Есть сейф, блять, в сортире почему-то. Странно. Так, все забираем. Что еще есть? Нужен ключ. Стол Моргана. Какие-то заметки тут у нас. Ну а посмотрим, что за заметки. Значит, кстати, тут не читали же, да? Так, это у нас просто пароль. Это тоже пароль. Запомни, пароль такой-то. Маккормик Артур. Где ты, мать твою, находишься? Мне нужен пароль от склада. Ой. Чтобы поговорить с Дрейфусом. Срочно. Где ты находишься? Напиши мне. Так, что еще тут? Проклятие. Я почти попрощался с моей жизнью. Всем. Если вы попробуете открыть переход на нижний уровень, опасайся роботов. Они просто сошли с ума. В момент, когда они меня увидели, они начали стрелять. Возможно, EMP из... возможно, это последствия испытания EMP пушки, которая закоротила их программы. Проклятие, просто будьте осторожны. Ну, что я могу сказать? Молодцы. Да, проверялись. Докладываю по текущему инциденту в отделении Сонора. Протоколы шифрования. Нет. Протоколы шифрования в картах доступа были изменены для следующих. Весь командующий персонал должен предоставить свои кодовые карты в главный компьютер, в убежище главного компьютера. Где находится самая серьезная защита. Вследствие высокой важности проекта Рай для нашей страны, протоколы шифрования в картах должны быть... Нет. Карты доступа должны быть предоставлены только лицам из командования. Все должно быть выполнено до 12 дня сегодня. Понятно. Опять пароль.
Напоминалка для меня. Опять пароль. Самый темный час. Меня зовут Джон Маккормик. И это мой самый темный час. Как только я узнал, что я единственный выживших в отделе систем... Нет, не так давно я узнал, что являюсь единственным выжившим во всем центре управления. Я был недоступен для связи с любыми другими отделами, операциями, клиникой, реактором. Они молчали. Я попытаюсь пробиться к реактору через служебные помещения. Может быть, я найду путь к выживанию. Для всех хороших людей, кто... Нет, ради всех хороших людей, кто умер здесь. Понятно. Опять пароль. Короче, нужен ключ. Заперто средний. Давай. Особо выбора-то и нету. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Можно что-то с этим сделать? Да. Пользование вновь разрешено. Опа. Вот это я удачно зашел. Открыть замок. Так, теперь сейф. Протоколы безопасности. Протоколы изменены. Проект рай. Опа. Что такое рай? Кажется, что этот проект больше, чем просто станция управления. Может быть, если я проследую за Джоном Маккормиком, я смогу узнать больше. Ну да. Так, а как админский терминал-то открыть? Нужен ключ. А где я его должен найти? Опа-на. А вот это косяк. Где я должен ключ-то найти? Терминал заблокирован. Ну, я рад, хули. Где его взять? Терминал админа. Я что-то не нашел. Здесь пусто. Здесь ничего нету. Здесь тоже ничего нету. Слушай, я же достал какой-то пароль отсюда. Подожди, а что я достал? А, протоколы изменены. Нет, здесь ничего полезного нет. Не знаю, может быть, мне еще что-то найти надо. Здесь я был. Доступ к главному компьютеру. Где я еще не был? Здесь я был. Офис. Здесь я был. А где я не был? Так, что у нас тут? Здесь был, здесь был. О, вот сюда нужно зайти. Открыть замок. И вот так, да? Угу. Я понял. То есть это у нас сейчас, короче, открылся выход. Сейчас проверим. Сейчас проверим.
Да. Да, вот он. Выход. Только для экстренных случаев. Так, ну блин. 0 зрителей. Не вижу смысла пока отправляться дальше. Короче, будем отсюда выбираться. Кстати, реактор. Нужен ключ. А, ну да, то есть это еще не все, что здесь можно. Но это мы все равно потом будем делать. А сейчас пойдем наружу. Я, в принципе, получил то, зачем сюда пришел. Больше мне здесь ничего не надо. Если кто-то здесь есть, то в чат плюсаните. Если нет, то я все, я выключаю. Потому что делать больше нечего здесь. Ну, ствол от души, короче. Ствол от души. Сейчас на ком-нибудь его затестим. Кто тут есть? О, вон есть Скорпион. Отъехал. Вообще пушка-бомба. С этой пушкой мне уже никто не страшен. Пойдем постреляем в кого-нибудь, что ли. Тут кто-нибудь есть? Тут нету никого. О! А это у нас... В смысле, это враги? Что за хрень? Это враги. А нет, обитатель пустошей. Блин, если я сейчас из этой хрени вы... А, ну неважно уже. Ваншот, короче, троих одним выстрелом. Но это пушка, да, это зверь. Пушка-зверь, согласен. Она не просто, короче, стреляет, у нее еще продолжительное действие. То есть на протяжении какого-то времени там отнимается здоровье. И плюс, если рядом находятся другие противники, то их, короче, тоже дамажит. Все. Протектрона чисто вот так вот сразу вынесла. Никакие ваши гаусс-пушки не сравнятся с этим. Он там у нас робомозг. Сейчас его тоже вынесем. Он тоже сразу отъехал. Ну все, больше никого нет. Все отъехали. Ладно, раз никто в чат не плюсует, значит, я так понимаю, что никого здесь нету. Раз никого нету, то будем завершать стрим.
Опа, какая-то труба. Че, посмотрим, что там. И на этом все. А тут ничего нет. Просто труба. Ну ладно. Не знаю, идем куда-то. Не знаю куда. О, Яохер. Все, отъехал с одного попадания. Вроде никого. Может, тут кто есть? А, все, настройки кодировщика опять поперли. Давай, слышь, восстанавливай. Ай, хотя толку все равно сейчас заканчивать будем. Чисто пострелять хочу из новой пушки еще. А, тут никого нету. Никого не вижу, никого не слышу. Ни хрена, короче. Здесь тоже ни хрена. Робот Анклава. Пойду болотников постреляю, а? Хочу болотников пострелять. О, блядь! Опа, это чё, Анклав? Зольдат Анклава. Отъехал. А где еще один? Где он? А, вот. Меня решил робот-шпион, короче, пострелять. Ну, зря. Дурачок. Мне ваша силовая броня теперь на один укус, вы понимаете? По-братски, хоть один болотник здесь есть? Бля, нету. Печально. Ладно, насрать, короче. Тут мне уже и ОБС говорит, что пора завершаться. Закругляться. Короче, сохраняемся и выходим. Тем более никого нету. А если так? И так тоже никого. Ладно, все, хватит на сегодня. И так прилично посидели нормально. Погоняли. Фолыч 3. Ладно, в общем, все. Всем спасибо, кто был. За просмотр тоже спасибо. И увидимся в следующий раз, на следующем стриме. Всем удачи, всем пока.